Друзья, вы наверняка уже слышали, что талибы захватили власть в Афганистане. Это главная мировая новость последних дней. Говорят, не так будет жестко, как раньше. Еще пару недель назад все думали, что война в Афганистане затянется надолго. Но нет, все закончилось удивительно быстро. Пришел какой-то военный и сказал: ребята, вы охуете, вы понимаете, что вы снимаете, просто фиксируете все наши огневые точки. И сегодня американцы и европейцы в панике уезжают из страны. Все, что у нас в стране сейчас происходит, во всем они виноваты. Вместе с ними сбежал и уже бывший афганский президент. Только он, по слухам, еще и попытался захватить с собой мешки с деньгами. Я иммигрант, я несчастный человек. Нас лишили работы. Нам никто не помогает. Ситуация меняется стремительно. 15 августа талибы захватили Кабул, объявили, что война окончена и они полностью контролируют страну. Затем начали приходить новости, что часть территории удалось отбить бойцам сопротивления. А 26 августа в аэропорту Кабула прогремели взрывы. По разным данным, погибли не менее 100 человек, в том числе 13 американских военных. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация «Исламское государство», запрещенное в России. Президент США Джо Байден уже пригрозил нанести удары по их лидерам. Как известно, вернуться к власти талибы смогли из-за ухода из Афганистана американских войск. 20 лет назад именно американцы отняли у талибов центральную власть и загнали в дальние части страны поближе к границе Пакистана. За эти 20 лет численность американских войск в Афганистане доходила до 100 тысяч человек, но этим летом их осталось всего 2500, а вскоре не должно остаться вовсе никого. Нас похитить могут? Нет, здесь все возможно. Вообще о том, что талибы опять захватят власть, заговорили, как только США объявили о выводе своих войск из Афганистана. Только все ждали, что афганская государственная армия окажет хоть какое-то сопротивление. Но в начале лета стало ясно, талибы движутся к захвату страны очень быстро. В начале июня Талибан заявил, что контролирует уже 85% территории страны. Для сравнения, в 2018 году под влиянием талибов было только 12% площади Афганистана, а 54% территории контролировало правительство. Еще примерно треть страны оставалась спорной территорией. Причем талибы захватили власть не только быстро, но и практически безболезненно. Например, в Кабул новые хозяева страны вошли практически без единого выстрела. Столица просто сдалась под их власть. Уже третий день они живут вот так на улице. Под этим деревом? Да. Вы, наверное, знаете, что пока талибы шли на Кабул, я сам был в Афганистане. Кажется, я вообще улетел из Кабула едва ли не последним самолетом до захвата города. Так что мне есть что вам рассказать и показать. Там мигает красный огонечек, там куча этих военных, там вот эти вот, стоят солдаты. И я был уверен, что все, нас сейчас примут. А пока подписывайтесь на мой канал, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Ну вот мы и в Кабуле. После выхода из аэропорта висит табличка, что аэропорт построен на деньги народа Японии. Здесь видно, что японцы им сделали кучу солнечных панелей, такая модненькая парковка. Видите, все на солнечных батареях здесь у них освещается, видимо. Приятно, что в Афганистане думают про экологию, про зеленую энергию, про загрязнение окружающей среды. Это прогресс. Кстати, аэропорт, говорят, охраняют турецкие военные от талибов. Поэтому снимать здесь так лучше аккуратно. Здрасте. Здравствуйте. Как вы? Все хорошо? Все нормально. Отлично. Что интересно, на территории аэропорта проносить оружие нельзя, поэтому охранник оставляет его на въезде. А при выезде из аэропорта свой автомат забирает, и можно ехать дальше в город. Пробка началась через метр после выезда из аэропорта. Тут все стоит, куча детей, что-то они попрошайничают. Первым делом нужно купить модненький костюмчик. Серый, серый. Да, да. А сколько времени шьется? А, к обеду будет готово?
продается разные сувениры, но большинство все такая китайщина. Я не уверен, что здесь очень много приезжает туристов. Вот, есть какие-то лавки, которые претендуют на антиквариат, но судя по тому, какое их здесь количество, весь этот антиквариат тоже делается в Китае. Я не верю, что здесь столько сохранилось всяких ваз, украшений и посуды. Просто, друзья, чтобы у вас аппетит разгорелся, как эти угли. Ай-яй-яй-яй-яй. Свежие кебабчики. Здесь делаются шашлычки. Чтобы вы понимали, там целая система раздува углей. То есть на очень небольшом количестве углей, но сильный жар. И еще сидит этот чувак и таким просто фантастическим веером этот вот дым извлекает из своей будки. Вот так вот командир кебаба. Тут 6 мужчин, и они все готовят хлеб. Вот такие вот тут потрясающие маршрутки. Посмотрите, как богато они украшены. Невероятная красота. Хорошо. О, ты говоришь по-русски. Да, такая вот невероятная красота. Это что такое? Видишь, на Васяне, ну как маршрутки, да. Сколько стоит проезд там? 10 афгане. 10 афгане. Да. Они сами их украшают, получается, да? Да. Они же мотоциклы. Ага. В мае я рассказывал вам о новом банке для бизнеса Бланк. Он работает с апреля в городах-миллионниках. С тех пор команда Бланка запустила несколько новых сервисов для предпринимателей и открывает банк еще в 30 крупных городах России. Бланк – это банк для бизнеса, чье мобильное приложение имеет те же функции, что обычно бывают в десктопной версии. Вы можете вести финансовый учет прямо в телефоне. Ведь самое важное для предпринимателя – это понимать, сколько сейчас денег на счету, какие будут расходы и по каким статьям. Мобильное приложение «Бланк для бизнеса» разрабатывали с учетом этих вопросов. На главном экране можно планировать статьи расходов и настраивать их под себя. Но это еще не все. Вы можете распределять расходы автоматически. Для этого можно настроить правила. К примеру, 6% на налоги с каждого поступления, 20 тысяч рублей в неделю на аренду или 1000 рублей в день на инвестиции. Это удобно. Не нужно самим высчитывать и тратить время. Бланк делает упор на поддержку клиентов. В ней нет роботов и нейросетей. Там работают только люди, которые раньше составляли команду поддержки клиентов Рокетбанка. За последние 2 месяца команда Бланка запустила бесплатную бухгалтерию для индивидуальных предпринимателей с упрощенной системой налогообложения. Через приложение теперь можно принимать платежи по QR-коду и без комиссии. В ближайшее время появится валютный контроль, возможность приема платежей через терминалы и выставления счетов покупателю в интернете, а также личный кабинет для бухгалтера. Если вы ведете бизнес в одном из новых городов присутствия Бланка, то сможете открыть счет по специальному тарифу. По этому тарифу можно без комиссии переводить физическим лицам до 700 тысяч рублей в месяц и снимать до 50 тысяч рублей наличными. 20 платежек в месяц и остальные стандартные опции тоже бесплатные. Чтобы открыть счет на специальных условиях, переходите по ссылке в описании к этому ролику и оставляйте заявку до 13 сентября. До 80-х годов 20 века Афганистан был чуть ли не светским государством. Его пытались строить по западному образцу. Инициатором реформ был король Мухаммед Захир Шах. Он правил страной с 1933 по 1973 год. Большое внимание король уделял равноправию, образованию и экономике. Сейчас себе трудно все это представить, но женщины там могли ходить по улице без паранджи, вообще с непокрытой головой. Афганистан был довольно популярным направлением у иностранцев. Сюда приезжали учителя, бизнесмены и даже хиппи. Но в 1973 году произошел дворцовый переворот, и к власти пришел Мухаммад Дауд. Он правил всего 6 лет, но при нем в стране начался подъем радикальных исламистов, а также коммунистов. Власть Дауда закончилась в 1978 году, а вместе с ней закончилась и мирная жизнь Афганистана. В последующие 40 лет афганцы почти все время жили в состоянии войны.
Десятилетия боевых действий коснулись практически каждого. У кого-то погибли родственники, кто-то стал инвалидом, а больше половины населения живут с психологическими травмами. Согласно национальному исследованию психического здоровья, более 66% афганцев лично пережили хотя бы одно травмирующее психику событие. Как я уже сказал, до 80-х годов 20 века Афганистан был вполне мирным государством. Но затем в стране случилась так называемая Апрельская революция 1978 года, которую устроила Народно-демократическая партия Афганистана, НДПА. 17 апреля был убит один из ее руководителей. По слухам, к убийству была причастна тайная полиция президента страны Мухаммеда Дауда. Похороны убитого переросли в митинг, а затем в столкновение демонстрантов с полицией. После этого 3 лидеров НДПА отправили в тюрьму. Это были Нур-Мухаммед Тараки, Хафизулла Амин и Бабрак Кармаль. Однако Амин смог из тюрьмы отдать приказ верным НДПА воинским частям начать революцию. 27 апреля, через 10 дней после первого митинга, Мухаммед Дауд был свергнут, а вышедший из тюрьмы Тараки стал главой Демократической Республики Афганистан, как теперь называлась страна. Тут надо понимать, что НДПА была партией марксистско-ленинской, и придя к власти, она стала строить в Афганистане социализм советского типа. Так что эта партия рассчитывала на поддержку Советского Союза. При этом со спецификой Афганистана в НДПА не считались. В стране стали бороться с исламом, что, естественно, привело к усилению радикальных исламистов. Вдобавок в самой НДПА не поделили власть. Тараки пробыл главой страны всего год, после чего его сверг его же собственный друг и помощник Амин. Пока Тараки был за границей, Амин подготовил переворот. Вернувшегося главу государства отстранили от руководства и задушили. К этому времени у социалистического правительства Афганистана уже появились серьезные враги. Борьбу с социалистическим правительством вели маджахеды, члены исламистских вооруженных формирований. Руководители правящей партии обратились за помощью к друзьям из СССР, и через некоторое время советская армия перешла границу с Афганистаном. Весна 1979 года. Заседание Политбюро про Афганистан. Все хором, все люди, которые участвуют в этом заседании, говорят: ни в коем случае, никогда мы не ведем войска. Ни при каких обстоятельствах. Мы знаем, чем это закончится. И причем каждый из членов Политбюро еще подробно описывает, что произойдет. Они описывают партизанскую войну, они описывают реакцию Запада, они описывают потери неминуемые. Это весна. Декабрь, мы вводим войска. Что произошло? Короткого ответа на этот вопрос нет. Документально подтвержденного ответа на этот вопрос, кстати, тоже нет, потому что все документы о вводе советских войск в Афганистан исполнялись в единственном экземпляре от руки и были уничтожены по прямому указанию Андропова. 1979 год – это пик холодной войны. Холодная война на всех своих участников накладывала определенные обязательства. И Советский Союз, и Америка мыслили категориями не обычных людей, не обычной логики, категориями холодной войны. В Афганистане некоторое время назад произошла революция. Сместили Шаха, потом сместили того, кто сместил Шаха. И вот есть Мухаммед Тараки и Хафизулла Амин. Два непримиримых революционера, которые друг друга терпеть не могут. Амин хочет власть себе забрать единолично, убивает, по его приказу убивают Тараки. Советский Союз из-за этого расстраивается, но вроде бы все в порядке. Амин говорит: я за социализм, я против американских империалистов, я за Советский Союз. Пожалуйста, пришлите много денег. И Советский Союз действительно присылает и денег, и советников разнообразных. Но при этом Москва абсолютно уверена, что Амин агент ЦРУ, и вот-вот в Афганистане появится военная база, появятся ракеты «Першинг», появится какая-нибудь прослушивающая база. Почему они так думают? Потому что холодная война. Потому что холодная война означает, что если рядом есть Иран, который когда-то был американским союзником до исламской революции, и сейчас Америку из Ирана выперли, значит, Америке надо куда-то прийти, потому что логика холодной войны, когда это касается стран третьего мира, всегда подразумевает, что если где-то убыло, где-то обязательно должно прибыть. Если американцев выперли из Ирана, они обязательно придут в Афганистан. Дальше история начинает выглядеть еще смешнее, потому что в рамках борьбы с Амином КГБ в Афганистане распустило слух, который был даже напечатан на листовках, о том, что Амин сотрудничает с ЦРУ. Это было абсолютно неправда. Ни одного документального подтверждения этому нет. Но сумма вот этих вот страхов, их можно много описывать, этих страхов было очень много. Они привели советское руководство к мысли о том, что необходимо срочно вводить войска в Афганистан. Правление Амина в Москве сочли опасным для СССР. Его борьба с религией привела к формированию боевых отрядов радикальных исламистов. Советские власти логично опасались, что из Афганистана радикальный ислам придет в Среднюю Азию, в Таджикистан, в Узбекистан и Туркменистан. А потому в Москве приняли решение устранить Амина. Операцию разрабатывали в КГБ.
В окружении Амина внедрили советского агента, который должен был отравить главу страны и его ближайшее окружение, после чего советские войска без проблем бы взяли власть. Но в решающий день все пошло не так. Амина и его гостей действительно отравили. Ему стало плохо, но яд его не убил. В итоге советским войскам пришлось действовать силой. Штурмовать дворец Амина отправились 700 советских десантников, которым противостояло 2000 охранников. Тем не менее, советские войска взяли дворец за 45 минут. Во время штурма со стороны СССР погибли 11 человек. Главой Афганистана назначили Бабрака Кармаля, которого поддерживал лично глава КГБ Андропов. Кармаль был убежденным марксистом и даже имя поменял в соответствии с убеждениями. При рождении его звали Султаном Хусейном. Бабрак Кармаль же в переводе с языка пушту означает «друг рабочих». Хотя есть и мнение, что Кармаль расшифровывается как Карл Маркс и Ленин. Казалось бы, что на этом советское вмешательство в жизнь Афганистана должно было закончиться. Но новой власти потребовалась помощь в борьбе с исламистами, и СССР пришлось там остаться. Планировали на пару недель, а получилось на 10 лет. Первое время численность советских войск составляла порядка 80 тысяч человек. К 1985 году в Афганистане воевало уже более 105 тысяч советских солдат. Почему влезла в афганскую войну ЦРУ, Соединенные Штаты, и почему вообще сформировалась коалиция? Это самая безумная коалиция, кажется, вообще в истории 20 века. Против Советского Союза коалиция включала в себя Соединенные Штаты, Пакистан, Китай, Египет и Великобританию. И Саудовскую Аравию. И вот это вот коалиция стран, которая противостояла Советскому Союзу. Почему? Потому что холодная война. Потому что с точки зрения Соединенных Штатов и на тот момент это была самая популярная теория, самое популярное объяснение. В Вашингтоне почесали репу. Вот входят советские танки в Афганистан. Зачем? И в Вашингтоне находят ответ. Афганистан – это первый шаг. Это плацдарм, с которого будет захвачен Пакистан, и Иран, и Советский Союз выйдет к океану и перекроет этот самый пролив, по которому идет нефтеторговля. В Советском Союзе ни одного живому человеку в политбюро эта мысль даже в голову не приходила. Амин был свергнут в декабре 1979 года, а полномасштабная война в Афганистане началась в марте 1980 года. Понятно, что советскую интервенцию в независимое государство не оставили без внимания в США. Холодная война была в разгаре, и очевидно, что в Москве и Вашингтоне были готовы поддерживать хоть сатану, лишь бы нагадить друг другу. Так и вышло, что США начали поддерживать маджахедов, бойцов против советского присутствия. Например, в 1986 году они вооружили их переносными зенитно-ракетными комплексами «Стингер». Это было самое современное на тот момент оружие. С его помощью маджахеды сбили сотни советских самолетов и вертолетов. Здесь надо отметить, что среди тех маджахедов, которых вооружали США, был богатый молодой человек из Саудовской Аравии – Усама бен Ладен. К концу афганской войны он создаст Аль-Каиду, а в 2001 году устроит нападение на башни-близнецы в Нью-Йорке. Это и станет поводом к вводу в Афганистан уже американской армии. Но это случится позднее, а пока США поддерживают маджахедов в войне с СССР и делают это успешно. Американские «Стингеры» действительно изменили ход войны. С апреля 1985 года советские войска сосредоточились на поддержке афганской правительственной армии с воздуха. Понятно, что именно против этой поддержки были направлены «Стингеры». В 1987-м СССР стал готовиться к выводу войск из Афганистана, а в феврале 1989 года афганскую территорию покинул последний советский солдат. И вот 15 февраля 1989-го. Ну что, я хочу сказать о том, что за мной ни одного советского солдата, офицера, прапорщика нет. Нашим солдатам, которые прошли эти 9 лет, надо памятники ставить, наверное, так. Но это официально он покинул последний советский солдат. На самом деле в Афганистане оставались еще, например, пленные советские военные. С войны не вернулись 15 тысяч граждан СССР. Это по официальным данным. Вдобавок на войну ежегодно тратили по разным оценкам от 3 до 8 миллиардов долларов США. Если учесть, что шла эта война 10 лет, получается, что минимум 30 миллиардов долларов из советского бюджета осталось закопано в афганских песках. Потери самого Афганистана оценить сложнее. Говорят, что убито было от 500 тысяч до 2 миллионов афганцев, и еще 5 миллионов стали беженцами. Это очень грустная вещь. Один фактор объединял Советский Союз, Соединенные Штаты, Пакистан, Саудовскую Аравию, Великобританию, в общем, всех. Им всем было наплевать на Афганистан. Это и на афганцев. Это было соревнование, война друг с другом.
Это никогда, ну, как бы Соединенные Штаты, Афганистан как страна не интересовал, афганцы как население тоже не интересовал. Отношение к советскому вторжению в Афганистане неоднозначно. С одной стороны, русских здесь считали оккупантами, еще их не любили за то, что когда они уходили, то оставили горы военной техники. Потом ею воспользуются талибы. До сих пор в разных городах Афганистана находятся просто гигантские свалки старой советской техники. С другой стороны, есть миф, что афганцам русские казались более человечными и честными, чем американцы. Якобы советские войска, ну, тоже бомбили деревни, но предупреждали о своих действиях обычных людей. Не знаю, правда ли это и насколько этой информации можно верить. Очень нормально. Это мягко сказать. К России всегда были добродушные отношения со стороны. Ведь фактически с Советского Союза в Афганистане в 1979 году началась гражданская война. Есть такая поговорка: не было бы счастья, да несчастье помогло. Может быть, кто-то вот когда-то и говорили что-то, вот когда Советский Союз присутствовал и уехал. Но после того, как приехали западные страны, вот афганцы сравнили отношения советского человека и западных. Вот вы россиянин, да. Я вам гарантирую, идите в любую афганскую деревню и скажите, что я русский. Вас обнимут, покормят и будут к вам относиться очень хорошо. Ну, это тоже, вот вы так говорите, да, а я вспоминаю, когда я там 10 лет назад был в Афганистане, да. И ты едешь с таксистом, и он спрашивает: ты откуда? Я говорю: я из России. Он говорит: о, брат, там, спасибо, там, вот Советский Союз, так было хорошо, так, вот, пытались навести порядок, спасибо вам. Потом говорю: окей, скажу, что я американец. Ну, еду другой таксист, говорю: я американец. Он такой: о, брат, американцы, вы такие молодцы, спасибо, что нас поддерживаете. Я не знаю, можно ли верить вот этим словам. Нет, я вам скажу честно, у афганцев очень добродушные отношения к России, к россиянам, к русским. А к американцам? Но я бы вам больше не советовал сказать, что я американец. Особенно если... Сейчас? Да, лучше этого не делать. Потому что отношения могут быть разные. О теплом отношении к русским рассказала Рена Баум, геолог из Ленинграда. Она прожила в Афганистане 25 лет, с перерывом на 90-е годы, тогда она вернулась в Россию. В Афганистане Рена Баум работала на радио и телевидении, преподавала русский язык. В 2020 году она снова переехала жить в Россию уже по семейным обстоятельствам. Я честно хочу вам сказать то, что я слышала от афганцев, что афганцы, ну, я же там все время жила, последнее время, очень любят русских и даже говорят, что русская собака лучше американца. Вот так на своем языке, да. Не знаю, к американцам отношение было отрицательное, а русских все очень хвалили. Несмотря на то, что тоже афганцы понесли большие потери, но они все равно много сделали. Привет, привет. О, вы русский язык знаете? Да. Откуда? Курсы. А вы ходите на курсы русского языка? Да. Да, это русский язык. Мы говорим по-русски. Супер, супер. А чем занимаетесь? Учитесь? Да, мы только студенты на русский. Мы хотим пойти в Россию. А, хотите в Россию поехать? Да, поэтому мы вместе изучать русский язык. Слушайте, здорово. Мы хотим пойти в Россию, потому что мы очень любим Россию и хотим изучать в институте и университете России. Отлично. Отлично, just хорошо. Сдал тестовый экзамен на отлично. Да. My name is Mohammad Ishaq. I am from Mazar Sharif. This is Brett. А вот продают дыньки и арбузы прямо на тротуаре. А не успели мы выйти, тут сразу подошли какие-то менты и начали что-то спрашивать, что мы здесь делаем. И как-то они так прямо недовольны, хотя мы просто приехали в жилой район. Я не знаю, может быть, тут в этом жилом районе что-то секретное находится, пока непонятно. Но народ тут как-то прямо возбудился. Это довольно сложно снимать, потому что они кому-то звонят сейчас. Вот. Потому что здесь повсюду машины, видимо, каких-то важных людей, и они при виде камер начинают нервничать. Что не нравится этим полицейским? Чего они хотят? Нет, им
все нравится, они просто за вас боятся. А, не за нас, они будут ходить с нами? Да, говорит, вообще надо сначала поставить в курсе местный отдел. Местный отдел, что вот у нас есть туристы или там хотят снимать, там, вот это, поэтому они как бы за вас. Район, все, теперь у нас есть два человека с ружьем и один с рацией. И бывало, что 3 бронированные машины, но все равно их взяли и увезли, короче, неизвестно старую. А в они нас похитить могут? Нет, здесь все возможно. Здесь все возможно. Вы не знаете, куда вы приехали. Обратите внимание, панелька, обычный подъезд и обычная хрущевочка. Слушайте, она в потрясающем порядке. В Кабуле есть несколько районов, которые называются микрорайон. Микрорайон, на самом деле, это просто неправильно расслышанное слово микрорайон. Это первый микрорайон, второй микрорайон, третий микрорайон, четвертый микрорайон. Что это такое, друзья? Это хорошо нам всем знакомые любимые пятиэтажечки. Они добрались и до сюда. Да, советские строители построили здесь абсолютно типичные советские пятиэтажки. В свое время это было довольно элитное жилье для местной афганской просоветской элиты. После того, как Советский Союз отсюда ушел, здесь живет средний класс. То есть эти дома не выглядят достаточно неплохо. Квартиры здесь дорогие, здесь все очень ухожено. Спасибо, ты говоришь по-русски? Спасибо. Вот. Тут все мега ухожено. И кстати, в плане чистоты и порядка эти пятиэтажки выглядят гораздо лучше, чем те, которые есть в России. Вот, потому что здесь живут обеспеченные люди. Красота. Дворы здесь закрыты. Подъезды открыты, на подъездах нету ни кода, ничего. А во двор можно войти днем, потому что здесь охрана, она все контролирует, а на ночь все это дело закрывается. То есть, конечно, высыпали дети, потому что не часто к ним приезжают гости. Привет! Как дела? Это считается хорошее жилье здесь, да? В свое время, да. А сейчас? Сейчас уже даже они больше ценятся, чем новые, которые построили. То есть здесь сейчас такой афганский средний класс живет? Да, да. У них они выглядят чище и лучше, чем в России, передайте им. То есть они содержат их лучше, чем в России. Эти дома, все они, они, конечно, допустим, там уже не современные квартиры, можно сказать, да, но они настолько прочные. Вот там еще люди поражаются, что как русские строили, и все, ни сантехника, ничего не ломается, вот так. Хотя вот эти новостройки, которые сейчас в Кабуле по 26 этажей и больше, они более современные, современная кухня, планировка современная, но они даже как-то, может быть, и потом от сейсмологических этих условий тоже не выдержат. И как-то они не такие прочные, вот так можно сказать. А наши, хотя некрасивые пятиэтажки, но нормально стоят. И люди, как-то они среди людей пользуются успехом. Люди с удовольствием их берут в аренду. В общем, теперь местная милиция нас сопровождает, как бы чего ни случилось на их территории, потому что случиться может всякое. Здесь так вот интересно выглядит устройство района. Есть такая главная улица, вдоль которой такой просто непрекращающийся рынок. Здесь тут припаркованы машины, какие-то дети эти машины моют. А сами дома, они за заборами с колючей проволокой. То есть дома, они все охраняются. Здесь видно, идет такая нехитрая торговля. Бананы, персики, все сезонные фрукты. Здрасте. Хорошо. Как дела? Спасибо. О, вы говорите по-русски? Чере. Но этот двор так похуже. У них тут заборы повыше. Но вообще удивительно, конечно, видеть в Кабуле наши пятиэтажки. То есть такой прямо советский пейзаж.
После того, как Советский Союз покинул Афганистан, гражданская война там продолжилась с новым размахом. Власть переходила от одних политических сил к другим. На этом фоне в Афганистане в 1994 году появилось движение «Талибан». Его основу первое время составляли покинувшие Афганистан в 80-е годы беженцы, которые затем получили религиозное образование в соседнем Пакистане. Прежде всего, талибы получили это название из-за того, что это было младшее поколение, подготовленное в военных медресе, созданных так называемым движением маджахедов на территории Ирана и Пакистана. Они готовили младший командный состав для террористических отрядов, которые вели войну против советской и афганской коммунистической власти на территории Афганистана. После завершения войны и развала страны они образовали собственное движение, откуда и пошло это название. Сейчас, разумеется, и руководящий, и личный состав не столь однороден. Талибы включают людей разного образовательного уровня, но командный состав стараются, во всяком случае, готовить в специальных военных медресе, которые сохранились в Пакистане, для того, чтобы они имели базовые навыки, как использования техники, так и грамотности и счета. Я не могу сказать, что эти люди являются действительно высокообразованными. Это как минимум не всегда так. Но, с другой стороны, общий уровень образования населения Афганистана невысок. Там есть проблемы с доступом к среднему образованию, есть проблемы с функциональной грамотностью. Основой Талибана стал народ под названием пуштуны. Численность пуштунов оценивается примерно в 40 миллионов человек. Причем почти 30 миллионов живет в Пакистане. Оттуда и пошли талибы. В самом Пакистане пуштуны составляют всего 15% населения. А вот в Афганистане это почти половина населения страны. Так что прийти к власти в Афганистане этому народу было проще. А Пакистан помогал им в этом деньгами и военной силой. Здесь вообще нужно понимать немножечко местную специфику. Пакистан огромный по сравнению с Афганистаном, там живет гораздо больше людей. Так вот, Пакистан считает Афганистан своим, в том числе и из-за того, что этнически половину населения те же самые пуштуны, которые живут в Пакистане. И, может быть, не совсем корректная аналогия, но она довольно точная. Пакистан относится к Афганистану, как Россия относится к востоку Украины. То есть мы считаем, да, что там живут наши люди, это один народ и так далее. И, воспользовавшись моментом, Пакистан начинает помогать местным пуштунам, которые, собственно, являются талибами. Я думаю, теперь аналогия понятна насчет вмешательства Пакистана, который формально говорит: мы здесь, конечно, ничего не делаем, мы, естественно, обеспокоены, мы очень обеспокоены, как там притесняют пуштунов, как там притесняют вообще вот наших людей фактически, да. Но, конечно, мы никак не помогаем, мы ничего не делаем. Но на самом деле помощь идет, и Пакистан, в том числе вот сейчас к приходу к власти талибам, сыграл, наверное, решающую роль. В 1996 году талибам удалось занять Кабул и фактически захватить власть в стране. Первое время многие афганцы даже радовались их приходу, они надеялись, что война наконец-таки закончится. Оптимизм, впрочем, скоро иссяк. Работы не было, есть стало нечего. Казнили недовольных, а заодно чуть ли не всех, кто мимо проходил и хоть как-то там не понравился новому режиму. Побиванием камнями и обезглавливанием. Талибы не жалели даже детей. Особенно тяжело приходилось женщинам. Им запрещали работать, учиться и даже просто выходить из дома без сопровождения родственника мужского пола. А многие женщины овдовели в 80-е за время войны. Как им предлагалось в таком случае содержать себя и детей, непонятно. Часто из казни устраивали целые шоу. Вот за моей спиной, за этим забором, сейчас все заблокировано, там находится стадион Гази. Он рассчитан на 25 тысяч человек, и у него довольно такая дурная слава, потому что когда городом управляли талибы, когда талибы контролировали Кабул, по пятницам здесь проходили не футбольные матчи, а здесь проходили казни и различные наказания за провинности. И стадион этот открыли в 2011 году после реконструкции. Многие жители Кабула, они до сих пор сюда не приходят, избегают это место, потому что считают, что души погибших людей, они до сих пор находятся здесь. Они здесь живут, такое место очень неприятное. И в городе даже говорили, что здесь не росла трава, несмотря на все усилия, потому что земля была пропитана кровью. Вот. Сейчас стадион закрыт, попасть туда внутрь нельзя, но опять, что здесь интересно, здесь стоят старые столбы, и видно, что на них нету живого места, есть повсюду следы от пуль.
Западные страны местные порядки тихо осуждали, но в ситуацию особо не вмешивались. Оно и понятно. Талибы не стремились к захвату новых территорий. Все, что происходило за пределами Афганистана, их интересовало мало. Так что мировые лидеры тихо наблюдали и помалкивали до поры до времени, пока талибы не отказались выдавать американцам организатора терактов 11 сентября Усаму бен Ладена. Да, того самого Ладена, что когда-то воевал за маджахедов при поддержке США. В октябре 2001 года Америка начала военную операцию против Талибана. К декабрю режим талибов был свергнут, и боевики начали партизанскую войну. Афганская военная кампания стала самой продолжительной в американской истории. Когда-то давно в Кабуле ходил троллейбус, его построила Чехословакия, и первый троллейбус пошел здесь в 1979 году. Даже есть фотография, как на этом мосту презентовали троллейбус, который шел по первому маршруту. Позже афганцы уже самостоятельно еще несколько линий троллейбуса построили. Правда, качество контактной сети было плохое, троллейбус постоянно ломался, поэтому жители особо его не любили. И троллейбус в Кабуле просуществовал до 1992 года. Теперь троллейбуса нету, общественный транспорт представлен маршрутками, какими-то непонятными автобусами, такси. В общем, кто что смог сколотить, то на том и ездит. Вот. А в городе просто постоянные пробки. Я не помню ни одного города в мире, где были такие ужасные пробки, как здесь. Здесь, кстати, повсюду свежевыжатые соки. Вот, например, апельсин, правда, какого-то цвета странного. Лепешки, которые готовят в потрясающем, даже относительно чистом масле. Такие чебуреки с ничем. И чтобы был какой-то вкус, их макают там в соус. А здесь что-то похоже, видимо, на айран. Класс. Народ покупает кроликов. Так, а здесь заточка ножей. Самая популярная здесь птица — чукарская куропатка. У нее красный клюв, такие вот черненькие полосочки. Ну и афганцы считают, что она очень милая. Кроликов, голубей, попугайчиков народ заводит дома как домашних животных. Большинство этих птиц выращивают на фермах. Кого-то отлавливают в дикой природе, а кого-то даже привозят из соседних стран. Вот. И здесь прямо в центре Кабула можно себе выбрать любую птичку по вкусу. Пока наверху идет обычная кабульская жизнь, в тени под мостом прячутся героиновые наркоманы. У меня, кстати, недавно выходил на эту тему ролик, обязательно посмотрите. Мы сейчас на рынке, и здесь, во-первых, тут отовсюду какая-то вот, все пытаются через матюгальник перекрикнуть, и получается такой просто белый шум из десятков наложившихся друг на друга записей. Вот. Ну и такой довольно интересный ассортимент. Здесь продают копыта, желудки, головы. Рядом же различные фрукты, и все это прямо на улице, на жаре, с мухами. И люди умудряются здесь даже что-то откопать и купить себе. А в 10 метрах здесь, как раз, это вот мост с героиновыми наркоманами. То есть тут продают фрукты, тут какая-то жизнь, кто-то ездит, а на тротуарах люди буквально заживо гниют. Вообще Афганистан является главным в мире производителем опиатов. На его долю приходится 85% мирового производства. Большая часть, понятно, идет на экспорт, но что-то оседает в стране. В Афганистане самый дешевый героин. И, к сожалению, многие жители от безысходности, они на него подсаживаются. Очень страшное место. А издалеко ходить не надо. Вот человек продает свои головы, а вот ребята употребляют наркотики. Здесь они на фольге. То есть прямо на рынке. Ну, понятно, что если купить дозу героина, можно вообще без проблем.
Но здесь вот на окраине Кабула есть мост. Сейчас сливаются всякие нечистоты, тут несколько таких труб, и вообще сложно описать, что туда сливается, запах стоит отвратительный. И поэтому в основном десятки, а может быть сотни таких гниющих героиновых наркоманов. Одна доза здесь стоит 500 рублей, если переводить. И люди здесь сюда приходят, кто-то употребляет и дальше быстренько убегает по своим делам, а кто-то здесь остается и неделями гниет прямо под этим мостом. Вот каждый, кто сюда спускается, он спускается, чтобы употребить героин. Тут случайных людей здесь нету. Сотни людей, они лежат на коврах, и постоянно такие вот щелчки этих зажигалки, такой вот щелк, щелк, щелк. Это стеклянные колбочки, где они на зажигалке вот разогревают, собственно, свое зелье и курят его. На самом деле, одно из самых страшных мест, которые я вообще видел. Ты понимаешь, что здесь сотни людей, и некоторые из них отсюда уже никогда не выйдут. И они с фонариками, там вот много людей, они с такими налобными фонариками, не знаю, видно, там не видно. Очень интересно, здесь это же реально сливается канализация, а чувак, он берет, моет фрукты в этой канализации. You speak English? Все, они уже начинают нервничать. Все, говорят, не надо снимать. И у меня очень нервничает этот, мой гид. Говорят, что чуть ли не каждый пятый житель Афганистана наркопотребитель. Точно посчитать всех наркоманов, естественно, невозможно. По официальным данным, их где-то 3,6 миллиона. Для нищих крестьян выращивание опия — единственная возможность хоть что-то заработать и прокормить семью. Они не задумываются о том, как в афганских городах героинщики доводят себя до скотского состояния. Скорее всего, употребляют и сами фермеры. Так наркодилерам проще управлять поставщиками. А за наркотики полиция не гоняет? Вот когда человек он на улице так сидит? Гоняет, но они же в России алкоголиков гоняют, не гоняют, конечно. Да. Вот так же здесь. И здесь же все было, зеленая трава была, вода прозрачная была. Да, чистая вода. Что случилось? Почему сюда мусор начали сбрасывать, да? Ну, здесь все торгаши, которые здесь стоят, они просто мусор сбрасывают? Да, потом сбрасывают сюда. Вот видите, вон тоже вот эти а это все, нарки. Это нарко, вот это да. все наркоманы. О, да. У них вот в набережной, у наркоманов пещеры, в которые они там набиваются вон и употребляют наркотики. Ну, героин. Или вот еще другой вариант, да, тут когда два человека под одной накидкой. Накидка нужна, чтобы ветер не задувал пламя зажигалки. И они греют в такой колбочке тоже свое зелье и вдыхают. Вообще жесть, они ходят как зомби. Вот это все наркоманы. А здесь еще такой запах, уже здесь гадят. Это как такой туалет, то есть они гадят. Просто они гроздем в каких-то ямах. Потом в этой воде они там что-то моются, испражняются. То есть какой-то такой пиздец. Я, по-моему, реально собака труп ест. Я не удивлюсь, если собаке какого-нибудь наркомана отдали. Ну и сюда, на эту набережную, народ приходит заодно и гадить. То есть за мной мужчина просто взял и на набережной делает свои дела, ходит в туалет. И здесь, на самом деле, ну, по запаху чувствуется, что люди ходят в туалет. Чтобы вы поняли, это самый центр города, то есть здесь буквально километр до площади, где находится министерство, где находится лучший отель города. Тут вот мечети стоят, это главная река и, по идее, вот такая вот главная набережная. Раньше она была чистой, зеленой, красивой, здесь ходили хорошо одетые люди, теперь здесь попрошайки, все загажено, люди испражняются, вода больше похожа на такое отработанное черное машинное масло. И все вот среди этих испражнений грязной воды такие вот грозди наркоманов. Конечно, зрелище жутко. Ну вот это все вот люди гадят. Вот он в туалет сюда пришел, да? А что, туалета нет нормального? Что он здесь делает? Есть
Но здесь ему больше нравится. А, он стесняется все. Я понял. То есть нормально есть, но здесь ему комфортнее, да? Это же центр города. Это центр города, зато бесплатно, я понял. Это удобно. Я понял. Какой кошмар. Ну, а вот здесь очередной такой, как блокпост, какие-то телеги, колючая проволока, попрошайки, ремонтные мастерские, здесь велосипеды, бездомные собаки. Опять какой-то бесконечный рынок. Да, выглядит это, конечно, все фантастически. Так вот выглядит аналоговый светофор в Кабуле. Обычный светофор, как видно, не работает, но тут есть вот специальный человек, который закрывает такой заборчик, чтобы машины не проезжали на красный свет. Если этого заборчика не будет, все ломанутся и опять будет пробка. В Кабуле правила дорожного движения никто не соблюдает. Народ ездит по встречке, по обочинам, по тротуарам. В общем, везде, где нет забора или каких-то бетонных блоков, едут машины. Сейчас нам откроют дорогу. В плане пробок Кабул, конечно, может поспорить с ведущими африканскими столицами. Потому что тот бардак на дорогах, который они здесь устроили, я такого нигде не видел. И, кстати, я здесь не видел ни одного работающего светофора. Тут есть работающие светофоры? Есть? Мне говорят, что здесь есть работающие светофоры, просто мы его еще не нашли. То есть мы нашли сотни героиновых наркоманов, мы нашли охранников, военных, полицейских, которые любые виды оружия и бронетехники уже нашли. Но мы еще не нашли ни одного работающего светофора. Какие-то чудеса. А где работающий светофор? А мне обещают, что мы найдем работающий светофор. Но я почему-то в это не верю. Мне кажется, в Кабуле работающих светофоров нету. Как я уже сказал, наркотик здесь очень доступный. Героин купить вообще не проблема. Стоит он копейки. И наркотики употребляют совершенно спокойно. Можно увидеть на улице, в центре, на набережных, под мостами. Или здесь вот на окраине Кабула, на кладбище, десятки, наверное, сотни наркоманов сидят прямо на могилах и употребляют героин. Вы можете просто оценить, как их тут много. То есть просто посмотрите вот эти вот сотни людей, которые сидят между могил, и это все героиновые наркоманы. Вот они все употребляют наркотики. Они очень агрессивно реагируют на камеру, поэтому близко подходить не будем. Ну, тем более, непонятно, что в голове у обдолбанного человека. Но зрелище это, конечно, такое невероятное. Пожалуйста, не снимайте. Поняли? Не снимайте их на камеру. Почему? Потому что им не нравится, когда их снимают. А кто эти люди? Они там курят. Героин, знаете? Да, они курят там героин. И вы тоже? И я тоже, да. А почему? Почему вы это делаете? Я начал курить 40 лет назад. Вы курите героин уже 40 лет? Вау. В смысле вау? Что здесь вау? Это вот героин, да? Героин. Это героин. О, вы говорите по-русски? Ты русский знаешь? Да. И вы знаете? Да. Сколько вам лет? А я? Да. Сколько лет вам? А я? 50. 50 лет? Да. Откуда вы русский знаете? Вы выучили здесь? Да. И вы употребляете героин? Да. Сколько лет вы употребляете его? 20 лет. 20 лет вы употребляете? А чем занимались раньше? 5 раз в день вы курите героин. Сколько уже лет?
Уже год. А почему вы это делаете? У меня нет работы. А, потому что нет работы. Понятно, понятно. А вы тоже по-русски говорите? Что? Не говорите? Ну, спасибо, знаете. Азербайджан. А, вы из Азербайджана? Азербайджан. Турки мало. Турки, Азербайджан. Ну вот ситуация, да, вот это вот огромное кладбище. И здесь сложно сосчитать, да, но на могилах сотни наркоманов. Героин, как вы поняли, стоит копейки, очень доступен. И сюда, в Афганистан, в том числе вот на такой наркотуризм, приезжают люди из других стран, и зачастую они здесь и остаются. То есть они здесь остаются и в конечном счете здесь умирают. Так вот символично, что эти наркоманы, они собираются здесь на старом кладбище прямо на могилах. Далеко потом ходить не надо. Помните, что наркотики зло, и вот лучшая иллюстрация — это Афганистан. Здесь видно, во что превращаются люди, просто попробовав один раз. 10 лет назад американских военных в Афганистане было колоссально много, почти 100 тысяч. Больше Соединенные Штаты размещали только в Ираке. С 2011 года американский контингент в Афганистане стал сокращаться. С 2014 года военные США перестали участвовать в наземных боях. Последние 7 лет военные США занимались поддержкой афганских сил и боролись с террористами, сбрасывая на них бомбы с самолетов. Нет сомнений, что американцы продолжат бомбить талибов и после вывода войск, просто теперь их самолеты будут вылетать с авиабаз в регионе Персидского залива. Пентагон уже ищет альтернативы для размещения своего авиапарка в странах как можно ближе к Афганистану. Президент США Джо Байден объяснил позицию США так. Мы не собирались в Афганистане строить нацию. Американцы не должны воевать и умирать на чужой войне, если афганские войска не хотят бороться на своей. Мы потратили $1 триллион и дали им все, что им было нужно, чтобы самим определять свое будущее. Но желание бороться за это будущее мы им дать не можем. Но Кабул они возьмут или нет? Как вы считаете? Если нас не продадут, мы не в своей голосе. Нас могут любой момент могут нас продать. В начале июля американцы покинули Баграм, самую крупную свою базу в Афганистане. На пике войны в 2011 году она представляла собой довольно крупный американский город с населением в десятки тысяч человек. Внутри были торговые моллы, Макдональдс, KFC и даже военная тюрьма. Сейчас здесь рынок скота, под забором продают всякие козы и так далее, а за забором это вот бывшая американская база. Американцы отсюда ушли несколько месяцев назад, и теперь эту базу заняла уже афганская армия. А наверху там какая-то крепость. Но выход из Афганистана вовсе не означает, что на этом расходы на войну закончатся. США, во-первых, придется заплатить за расторжение контрактов, во-вторых, за вывоз всей военной техники. Часть оборудования придется уничтожить на месте, потому что вывозить ее слишком дорого. Оставлять технику просто так нельзя, ведь ее могут воспользоваться талибы, как это, собственно, произошло с советским оружием. Кроме того, американское правительство какое-то время продолжит платить зарплаты афганским военным. Их численность составляет в районе 300 тысяч человек. Финансирование афганской армии обходится бюджету США в $4 миллиарда в год. Да, большую часть своего снаряжения они забрали с собой. Но здесь до сих пор осталось военной техники на $3 миллиона на авиабазе Баграм. Теперь афганское правительство может использовать это оборудование на свои военные нужды. А американцы, когда ушли, они забрали там оборудование и все остальное с своих баз? Здесь я не знаю точно, но в Баграме все сожгли и разрушили. Потому что были же эти видео, где талибы там и технику разбирают потом, и говорят, какое-то они оружие там оставили. Нет. Здесь что, допустим, здесь все, даже контейнеры пустые тоже забирали отсюда. То есть просто пустую базу передали и все? Да. А только единственное в Баграме, по-моему, только одна больница осталась. И несколько там машин бронировали, обычные. И все. Даже перед тем, как они собирались уезжать, они даже свой мусор и то сжигали. Ничего себе. Да.
Но вот сегодня Кабул относительно спокойный, если можно так назвать. В принципе, внутри города ничто не говорит о том, что талибы контролируют уже большую часть Афганистана, и здесь недалеко идут ожесточенные бои. Да, есть блокпосты, некоторые блокпосты даже выглядят серьезно, но атмосфера все равно какая-то такая более-менее расслабленная. Я был здесь 10 лет назад, и примерно выглядело все так же. То есть нет никакого такого усиления, что прямо, кошмары. То есть у людей более-менее мирная жизнь в городе. В городе, кстати, довольно много вооруженных людей, при этом совершенно непонятно, к каким они относятся формированиям. То есть отличить полицию от какой-то вооруженной охраны, от военных очень сложно. Потому что даже военные регулярной афганской армии, они иногда носят форму не свою, а там кто на рынке что купил. То есть здесь такое практикуется, и человек может спокойно ходить в какой-то непонятной форме, собственно, как и охрана. Да, может быть, там не будет погон, каких-то знаков отличия, но здесь в военной форме и с оружием ходит очень много людей, поэтому так немножко сложно ориентироваться. Почему у американцев не получилось сделать из Афганистана благополучную страну? Как так вышло, что афганская армия оказалась такой недееспособной? Американцы вложили в развитие афганской армии колоссальные средства. С 2001 года ее финансирование обошлось бюджету США почти в 90 миллиардов долларов. Куда же делись эти деньги? Причины грандиозного провала, по мнению ряда экспертов, кроются в некомпетентности и коррумпированности афганского руководства. Кстати, афганская армия формируется на контрактной основе. Солдаты получают в среднем $200 в месяц, что даже по афганским меркам очень неплохо. Кстати, среднестатистический американский солдат, который до недавнего времени сидел на базе в Афганистане, получал по разным оценкам от $1500 до $3000 ежемесячно. Несмотря на невысокую зарплату, недостатков желающих служить в афганской армии нет. Безработица в стране огромная, и для многих служба в армии единственный способ заработать на жизнь. У офицеров зарплаты, безусловно, выше, их обучением занимались американские инструкторы. Кстати, большинство старших офицеров прошли хорошую школу во время борьбы с шурави, то есть с русскими. Нередки случаи, когда в одном подразделении служили офицеры, воевавшие на разных сторонах баррикад. Сейчас обстановка напряженная, и у меня не получилось попасть на военную базу, но 10 лет назад у меня была такая возможность, поэтому расскажу вам свои воспоминания. Я не думаю, что ситуация как-то сильно изменилась. Так что же из себя представляет военная база афганской армии? Это крепость с высоченными стенами, пулеметными вышками и колючей проволокой по периметру. Меня, кстати, поразила хитрая система въезда на территорию. Если у кого-то хватит глупости попытаться прорваться на базу, этот человек окажется в ловушке. Выбраться из нее нет шансов даже у хорошо вооруженного отряда. Внутри базы царил идеальный порядок. Солдатские бараки стояли стройными рядами, хотя, если честно, язык не поворачивается назвать бараками аккуратные домики с кондиционерами. Административные и хозяйственные постройки также поддерживались в идеальном состоянии. Солдаты и офицеры носили хорошо подогнанную форму американского образца и вообще выглядели бравыми вояками. Да, возможно, какая-то элитная часть, но то, что я увидел, серьезно поколебало мое мнение об афганской армии как о совершенно небоеспособном сброде. И вот сейчас, вернувшись в Афганистан через 10 лет и наблюдая, что делают талибы, я могу сказать, что афганская армия, друзья, это совершенно недееспособный сброд. Советский Калашников показывает. Тут рация, это вот такая вот амуниция военная, он просто лицо не показывает. Это американские? Да, американские. И американские очечки. Это из Пакистана. Страна всякого барахла. Рисковать своей жизнью ради не самых больших денег афганские солдаты не готовы. Во-первых, официальная зарплата, эти вот там $200 и так далее, она часто изымается командирами. Хочешь пойти служить в афганскую армию, должен заплатить, да? Знаете, как это часто у нас бывает в некоторых местах, например, было в 90-е у гаишников, да? Ты должен был покупать должность. Также здесь в афганской армии царит тотальная коррупция, и солдаты часть своей зарплаты отдают командирам. Кроме того, большинство из них служит в ужасных условиях. Ну и самое главное, они не понимают, за что им умирать. А большинство солдат, вот эти вот, которые из деревень пришли и так далее, да, они также поддерживают талибов. Что вы думаете? Они талибов не поддерживают, они также поддерживают талибов, они разделяют их ценности. Законы шариата, да, и так это наши законы, это справедливые законы. Для них талиб с автоматом, да, который пришел в их деревню, это порядок и справедливость часто. Поэтому армия, несмотря на все эти формы, вбуханные деньги американских инструкторов, это совершенно небоеспособный сброд. Здесь какая-то очень странная ситуация. Мы поднялись на одну из высот, чтобы снять дворец Амина. Тут на каждой высоте
местные военные, да, ну, как я уже говорил, понять, что они военные нельзя, потому что они, ну, они не в форме, они просто спят на каких-то ковриках, буквально на оружии, на автоматах, и они очень странные, да, потому что если обычно солдаты говорят, что нас нельзя снимать и отсюда быстро уходите, то здесь они говорят, нас нельзя снимать, но в принципе можете с нами потусить, и если даже мы попадем в кадр, вроде как ничего страшного. Вот они там за моей спиной стоят, то есть они как более-менее лояльны. Да? Главное вот им в лоб как-то не светить, но примерно понятно вот состояние нынешней афганской армии. То есть это какие-то люди, которые буквально спят на автоматах, на каких-то руинах, просто вот здесь высота, которую они заняли. Как вот это выглядит все. Вот. И выглядит это все, конечно, очень странно, потому что сейчас идет война, сейчас здесь талибы, они наступают, есть риск потерять в том числе и Кабул. И то, что здесь происходит, совершенно не похоже на организованную работу военных, которые готовы защищать как-то город. Так, ну, в принципе, этим должна была закончиться наша экскурсия. Пришел, так, Леша, осторожней, пришел какой-то военный и сказал, ребята, вы понимаете, что вы снимаете, просто фиксируете все наши огневые точки, тут повсюду военные базы, техника, заборы, укрепления, у нас вот идет война, а вы приехали с камерами и просто все это снимаете. Вы нормальные вообще? Пришлось извиниться и вежливо уйти. И нас не задержали, и даже ничего не дали. Просто я первый раз в жизни я вижу таких военных, которые настолько спокойно относятся к журналистам, которые настолько спокойно относятся к людям с камерами. То есть они понимают, да, что это все нельзя снимать, они понимают, что у них тут всякие секретики и так далее, но они такие насколько, ну, ладно. А там ребята стоят в каких-то майках, и я говорю их, ну, можно с вами сфотографироваться? Они говорят, ну, в принципе, мы не против, но мы же в майках, мы без формы, наверное, как-то не круто. Но, в принципе, вообще все очень спокойно. И в любой другой стране у нас бы уже забрали камеры, нас уже сейчас везли под конвоем, хрен знает куда. Здесь полная распиздка. Все настолько расслаблены, такое ощущение, что, я не знаю, попали на детский утренник. Давайте посмотрим, друзья, как выглядит афганская провинция сейчас. Ну, во-первых, довольно много каких-то укреплений. Непонятно, что это. То есть вдоль дороги через каждый километр или два стоят какие-то крепости. Видите, вот такие вот с мешками на обочинах. Тоже не понятно, что это за мешки. Может быть, они заготавливают какие-то точки для обороны там, на случай вторжения талибов. Действительно много каких-то таких фортификационных сооружений, но они все пустуют, то есть не видно ни тяжелой техники, ничего. Там за все время мы увидели там 2 хаммера, при этом, судя по их состоянию, они даже не заводятся. Ну и какие-то чуваки с автоматами редкими, то есть нету ни тяжелой техники, вообще ни хрена. Ни какой-то возможности даже перекрыть дорогу, каких-то там ежей, не знаю, какой-то колючки, еще чего-то. Вот глядя на все это, становится понятным, почему талибы так беспрепятственно завоевывают все новые и новые провинции. Привет, как у вас дела? Что вы здесь делаете? Мы путешествуем. Просто хотим понять, что сейчас происходит в Афганистане. Кстати, если вы можете рассказать нам, что здесь происходит, будет очень здорово. Просто хочу понять ситуацию. Вы знаете о безопасности в Афганистане? Нет? Почему? Что вы имеете в виду? Почему вы приехали в Афганистан именно в такое время? Мало туристов, не сезон. Короче, снимать вообще ничего нельзя. И мы сейчас просто... Я думал, они запалят. Потому что вот эта экшн-камера на плече, там мигает красный огонечек, там куча этих военных, там вот эти вот, стоят солдаты. И я был уверен, что все, нас сейчас примут. Вот. Но чтобы вы понимали, друзья, уровень распи***йства афганской армии, чувак такой говорит, а вы заплатите за интервью? Мы вам сейчас все разрешим снимать, но вы дайте нам денег за это. Знаете, сколько они были готовы продать весь свой чекпоинт, были готовы продать вообще себя, там, лица, ну вообще все, да?
за 2000 рублей. Хотя это главный чекпоинт на въезде в Кабул. И понятно, если бы у нас были какие-то злые умыслы, у нас, понятно, их нету, да, но если бы они у нас были, мы могли это как-то использовать против них. Я ни в одной стране мира не видел, чтобы военный был такой вот уровень распи***ства. Так что охотно верю публикациям о том, что талибы еще с начала 2020 года подкупали афганских чиновников и военных и незаконно приобретали у них оружие. В США думали, что строят в Афганистане светлое демократическое будущее. Но как только они ушли, стало ясно, что абсолютно ничего не получилось. Как пишет в своей колонке в американском издании «Атлантик» полковник армии США в отставке Майк Джейсон, мы обучали афганцев тактическим задачам, но системные проблемы так и не были решены. Нам не удалось создать афганские вооруженные силы как институты, нам не удалось создать систему военного образования, обеспечить возможности карьерного роста, решить проблемы с кадрами и отчетностью. Мы не смогли победить повальную коррупцию, резкое падение морального духа, безудержное потребление наркотиков и ужасное материально-техническое обеспечение. Это показывает, что программы подготовки военных, которые американцы ведут во многих странах, представления о них сильно лакированы. Они далеко не так эффективны и скорее развивают недостатки этих армий, нежели реально помогают в военном строительстве. Ну, это повод многим задуматься. К американцам как относятся здесь? Никто к американцам хорошо не относится. Потому что все, что у нас в стране сейчас происходит, во всем они виноваты. А что они здесь делали все эти годы? Они же вроде там должны были тренировать ваших военных или помогать как-то. Ну, сами уже видели, 20 лет не помогло ничего. Просто они время тянули до такой степени, чтобы сейчас они сами договорились с талибами, а не с нами. То есть они же сами их до такой степени приподняли, талибов. Талибы по факту оказались более организованными, мотивированными и богатыми, чем афганская армия. Талибан неплохо зарабатывал на наркоторговле. По данным ООН, за 2018 год организация получила $400 миллионов от торговли опиатами. Кроме того, талибы собирали налоги с коммерческой деятельности на подконтрольных им территориях. Также они занимались незаконной добычей полезных ископаемых – железной руды, мрамора, меди, золота и редкоземельных металлов. Существенная финансовая поддержка талибам поступает из-за рубежа в виде пожертвований. Помимо этого, организация владеет недвижимостью, в частности в Пакистане. По некоторой информации, годовой бюджет Талибана составляет $1,6 миллиарда. Ежегодный бюджет Афганистана, чтобы вы понимали, $4,7 миллиардов. Из них 3,3 миллиарда идут на текущие нужды, а остальное на стратегическое развитие. То есть в плане финансирования армии, вооруженных сил и так далее, талибы имели действительно превосходство. Довольно популярная теория, что столь быстрое падение Кабула – результат сделки между США и талибами и их главным спонсором – Пакистаном. Это, скорее всего, к властям, как это могло. Причем-то все были уверены, что 300-тысячная армия наверняка защитит. Но как бы тут ни было какие-то интриги, подковерные игры, и, скорее всего, они есть тут. То есть как-то сознательно сдают? Ну, как-то вот все идет к тому, чтобы вот такой вывод делать, к этому выводу прийти, потому что за неделю 10 провинций, и причем-то такие основные провинции, не то, что какие-то второстепенные, которые были очень важны для властей. Они то ли сдались, то ли пали, но факт то, что талибы там уже мы с вами видим. Из соображений безопасности дальше мы ехать не можем. Из-за новостей, которые поступают. А это что за место? Это город или что? Это район Кабула. Они в 10 километрах отсюда? Если Талибан так близок к Кабулу, всего 10 километров, как вы сказали, то почему здесь не стоит армия? В том месте, которое я показал вам на карте, стоит армия. Она пытается отбить эти места у Талибана и вернуть под государственный контроль. Война продолжается. Мы туда поехать не можем. Не можем. А что случится, если поедем? Нас убьют. Ну а, например, если я возьму такси и поеду туда.
Если возьмете такси? Да, один, без вас. Но как вы можете верить водителю такси? Этим людям нельзя верить. Почему нельзя? Они же обычные люди. Ситуация сейчас такая, что верить никому нельзя. Может быть, водитель такси работает под прикрытием. Может быть, он один из тех, кто работает на Талибан. А что, много кто работает на Талибан? Даже если об этом известно, они все равно могут легко заехать в Кабул. Потому что главные въезды в город практически не защищены. Никто не досматривает людей, въезжающих в Кабул. В первых рядах из Афганистана сбежал президент страны Ашраф Гани. При этом, по данным российского посольства, он попытался вывезти с собой кучу денег. Настолько много, что не все поместилось, и часть наличных осталась лежать на взлетно-посадочной полосе. Сам Гани, правда, потом отнекивался и уверял, что ничегошеньки он с собой не брал. Сейчас он, по информации СМИ, находится в Объединенных Арабских Эмиратах. В пустой президентский дворец тут же пришли талибы. Те, кто у них там выступает за главных, созвали пресс-конференцию. Общий смысл такой: мы не хотим войны, хотим мира, женщинам запрещать учиться не будем. Затем талибы объявили амнистию для бывших правительственных чиновников и призвали всех афганцев поскорее возвращаться на работу. Кто-то же должен поднимать страну с колен, пока новые хозяева развлекаются в парке аттракционов. Надо понимать, что талибы и им сочувствующие в большинстве своем люди плохо образованные или совсем неграмотные. Главное достижение цивилизации, которое они видели, это автомат Калашникова. В Кабуле многие из них впервые увидели, что такое парки, аттракционы и тренажерные залы. Они радуются как дети. Здесь, конечно, американцам надо было строить не военные базы для борьбы с талибами, а Диснейленды и Макдональдсы. Ну что будет с мирными жителями, если они возьмут Кабул? Ну, как и в прошлый раз, наверное. Что будет? В прошлый раз тоже они... Все бегут или... Ну да, сейчас уже люди, они еще не захватили Кабул, люди уже убегают, кто куда может. Кто куда, сколько денег хватит, куда выехать. Ну как в стране жить можно, если ни работа, ни житья, ни еда, ничего нет. То есть кроме бомбы, ракеты, оружия там. Как так можно жить? Люди вернулись, думали, что вот какая-то надежда есть сейчас, вот мир наступит, вернулись многие. Все жалеют о том, что вернулись обратно. А вы откуда вернулись? Нет, я давно вернулся, я в России же. Не, остальные люди, с Пакистана, с Ирана, многие же с Ирана, с Пакистана вернулись, что вот у нас как бы более-менее. Итак, с программой у нас проблемы. Мы сегодня должны были ехать в Панджшер. Это 150 километров. Но ночью ситуация изменилась с талибами, и они вроде как захватили несколько населенных пунктов по дороге, и теперь дорога, она не контролируется. Водители, все наши сопровождающие здесь отказываются наотрез ехать, говорят, что это небезопасно. Я настаивал, да, что под мою ответственность, мы должны выехать из города, мы должны посмотреть, что происходит. Никто не соглашается, хотя изначально мы даже договорились, я вот заплатил, мы сейчас едем, это, видите, так, это бронированный Land Cruiser, стоит, кстати, по $700 в день, машина полностью бронирована, и мы договорились, что в целях безопасности мы так и быть, мы возьмем охрану, возьмем бронированную машину, мы поедем по этой дороге, ничего страшного, это под мою ответственность. Но ночью что-то произошло, видимо, они прочитали какие-то новости, видимо, с кем-то созвонились, и они наотрез все отказываются ехать. Наш переводчик русский, который здесь был, он вообще сбежал. Он сказал, что мне эти движения ваши не нужны. Я просто... И он сегодня не пришел. Мы должны были встретиться в 7 утра, и в 7 утра никто не приехал. И только в 9 часов нам сказали, что он просто отключил телефон, сказал, я не пойду, эти безумные люди. В итоге другой парень уже англоговорящий, вот он сзади сидит, и мы с ним едем. Я говорю, мы должны выехать из города. Он говорит, хорошо, мы выйдем из города, но недалеко. Мы выйдем, но недалеко. Выезжаем из города. По поводу ситуации вообще с талибами, что здесь происходит, она очень быстро меняется. И насколько я понимаю,
никто точно не знает, какие участки контролируются кем, да, то есть если по поводу крупных городов еще понятно, потому что в крупных городах есть нормальная связь, есть какие-то укрепления, военные, полиция, там, блокпосты и так далее, то в основном Афганистан, вот эта сельская местность, она не представляет никакой сложности в плане там захвата. И то есть идет какой-нибудь там отряд талибов, да, и он просто занимает населенные пункты, и при этом занимает без боя. Потому что, ну, местное население, понятное дело, не сопротивляется, а армия, она сейчас сосредоточена в крупных городах. И я говорил здесь тоже с местным чуваком, и он рассказывает, что ну вот у нас деревня здесь 20 километров от Кабула, ее захватывали уже там 3-4 раза. Ну как происходит? Ну приходят талибы, все такие, окей, пришли талибы. Они потом на следующий день они уходят. Потом они опять приходят, потом уходят, они уходят, приходит местная полиция. Ну так вот все туда-сюда ходят, но серьезные бои какие-то, они идут за крупные города. При этом, опять же, если смотреть новостные сводки, то, что происходит, большинство даже центров, столиц провинций афганских, они сдаются без боя. То есть местные военные, они просто уходят. Армия здесь демотивирована, нужно тоже понимать, потому что не очень понятно, за что воевать, да. То есть народ здесь, ну, нищий. Мы снимали беженцев, да, сейчас такой поток беженцев идет в Кабул, люди, которые спасаются вот от талибов, от войны, и люди говорят, что доехать до Кабула нужно 500-800 рублей, если на рубли переводить, да, ну, то есть $10 нужно, чтобы доехать до Кабула с севера страны, чтобы спастись. И у многих нету даже этих денег, то есть они остаются в своих населенных пунктах, они остаются в своих деревнях, потому что у них нет даже $10, чтобы уехать от талибов. То есть вы понимаете, насколько нищее здесь население, и понятно, что они не будут воевать, они не будут голыми руками идти против вооруженных вот этих террористов. То есть солдаты и так далее, они плохо подготовлены, они плохо экипированы, они не видят никакой поддержки, они не видят никакой защиты. И они не понимают, за что им умирать. За эту нищету, за эту безработицу, за что. А не забывайте, что гражданская война в Афганистане идет более 40 лет. Большинство людей, которых мы видим на улицу, они родились, когда была война, они не видели мирного неба. Они не понимают, что такое нет блокпостов, нет бесконечной гражданской войны и передела границ. Для них что талибы, что вот здесь местное правительство, им все равно, да, они хотят какого-то спокойствия, они хотят какой-то стабильности, они хотят элементарно там какой-то работы и уверенности в завтрашнем дне. И этого у них нет. Вот. Поэтому ситуация тяжелая. Мы сейчас попытаемся выехать из города, посмотрим, что из этого получится. Надеюсь, все закончится более-менее хорошо. Мы приехали на стоянку грузовиков, которые возят песок, щебень, камень. Что интересно, в основном это наши еще советские ЗИЛы, грузовички, но они все расписаны. Водители рисуют горы, деревни, какие-то храмы, какие-то строения на своих машинах, и выглядят они просто фантастически. Добавляют какой-то декор, узоры. В общем, все это очень круто. Какая красота! То есть просто едет роскошный ЗИЛ. Посмотрите внутри, да, вот тут водитель этого ЗИЛа. Просто фантастический ЗИЛ. И вот посмотрите кабину. Обратите внимание, да? Вот это уровень, вот это уровень. Вау, 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 вау. Какая красота. Слушайте, посмотрите наверх. И то, как устроено тут. Просто невероятной красоты. Это самые красивые ЗИЛочки в мире. Вот на них здесь возят камень. Ну, в общем, я решил, что если я здесь останусь и не найду свой паспорт, я буду работать на этом ЗИЛочке. Буду возить камень. Как только Байден объявил о выводе войск, местные стали чуть ли не умолять американцев остаться. Народ тут же вспомнил, каково им было жить в 90-е при талибах, в нищете, без работы и с чувством голода. Считать, что Талибан уже не тот, что раньше, как минимум наивно. На только что отвоеванных территориях талибы вновь ввели законы шариата. В Кабуле после их прихода первым делом закрасили изображения женщин на витринах салонов красоты. Точнее, уже бывших салонов красоты. Правда, нельзя сказать, что в последние годы до возвращения Талибана к женщинам в Афганистане относились с уважением. Я сейчас стою на месте, где 19 марта 2015 года была убита Фархунда Маликзаде. Эта девушка работала в мечети здесь неподалеку, и она поспорила с муллой в этой мечети, потому что мулла там продавал какие-то амулеты, еще что-то. В общем, она вступила с ним в какую-то перепалку, и, видимо, этот мулла, он испугался, что
она может нанести урон его карьере, потому что она сказала ему, что он неправильно поступает, а он там барыжил или виагры какой-то, какие-то амулеты, вы знаете, какие-то шарлатанства, что вообще не имеет отношения к религии. И он, видимо, чтобы защитить себя, очень громко сказал, что она сожгла Коран. Это вызвало взрыв здесь, это вызвало гнев людей, гнев верующих. Уже потом расследование установило, что, конечно, никакой Коран она не сжигала. Мулла этой мечети, он просто выдумал это, просто чтобы защитить себя и подставить эту девушку. Начала собираться толпа, и на девушку напали. Ее очень сильно избили. Полиция пыталась отвезти ее в полицейский участок, в безопасное место, но людей было очень много. Полиция стреляла в воздух. Позже, чтобы спасти девушку, полиция завела ее в мечеть и спасали ее от толпы на крыше этой мечети. Ну и видно, там крыши такие скатные, наклонные. В итоге она упала с этой крыши прямо в толпу, и разъяренная толпа ее добила. Позже вдоль этой набережной Кабула ее уже тело до этого места дотащили, и здесь ее сожгли и скинули в реку. На следующий день после этого убийства многие религиозные общественные деятели Афганистана, они вступились за людей. Они сказали, что девушка сама виновата, и изначально вообще была версия, что она хотела спровоцировать сама какой-то скандал, чтобы получить убежище в Америке, чтобы получить какую-то защиту. Но позже расследование показало, что ее подставили, что никакой Коран она не сжигала, и что она стала жертвой необоснованной агрессии. В результате этого инцидента 49 человек были привлечены к ответственности. 3 осудили сначала на смертную казнь, потом заменили сроки на 20-летнее содержание в тюрьме, в том числе муллу этой мечети. Их посадили на 20 лет. Вот. Также были привлечены к ответственности 19 полицейских, которые не смогли обеспечить этой девушке безопасность. Такая вот страшная история, и эта история, она спровоцировала борьбу за женские права. Вот здесь стоит памятник с таким кулаком, да. Многие женщины в Афганистане, они были возмущены. Здесь прошли женские марши, здесь прошли женские демонстрации. На этих демонстрациях женщины надевали маску в виде окровавленного лица тут и убитой несчастной девушки. Ну и в том числе эта история показывает, как вспыльчивы здесь бывают люди, какие могут быть последствия от любого неосторожного слова. Поэтому у нас здесь все очень переживают. Здесь реально достаточно крикнуть на белого человека, просто что он американец. И это может быть достаточно для толпы. Могут избить, могут убить, может произойти все, что угодно. Люди здесь очень нервные, они очень напуганы, они растеряны, и реакция может быть совершенно непредсказуемая. Велика вероятность того, что женщин опять будут побивать камнями и запретят получать им даже базовое образование. Многие погибнут. По данным ООН, за последние 6 месяцев этого года в Афганистане зафиксировано более 1600 смертей среди мирного населения. Это на 47% больше, чем за тот же период прошлого года. Причем половина этих смертей приходится на женщин и детей. В отношении женщин действуют более строгие законы. Например, после того, как талибы вошли в провинцию Тахар, они заявили, что женщины не могут покидать свои дома без мухаррама. И даже в Северном Афганистане женщину убили за то, что она не носила хиджаб. Вы можете увидеть большую разницу в поведении талибов. В районах, оккупированных талибами, девочки не осмеливаются учиться, школы в настоящее время закрыты. И я не думаю, что взгляды талибов по этому вопросу сильно изменились. И как студентки могут ходить в школу, если, по мнению талибов, женскому классу не разрешается выходить из дома без мухаррама и хиджаба? Ну, наверное, строго будет женщин, для женщин, наверное, изменится, может, строго. Меньше на улицу будут выходить, закрываться будут полностью. Говорят, не так будет, как раньше. Раньше это построже было, когда во время талибов меня не было. Я не знаю, конечно. Мужа тоже не было, он тогда отсюда убежал. Может, школу для девочек, я не знаю, закроют или нет. Для женщин будет не очень. Я надеюсь, уеду отсюда. Это вроде такой указ был, что если талибы придут, то вроде всех незамужних отдадут замуж за талибов с 15 до 45 лет. Они испугались. Ну, может, это сказка. Потом что-то в Фейсбуке написали, что это неправда. Ну, так. Ну, все тоже испугались. Говорят, не так будет жестко, как раньше. Они одно говорят. Так. Ну, вот для женщин не будет свободы вообще.
Вот это я думаю, я не знаю, мне так кажется. Может, будет для мужчин, может, слишком будет ислам слишком сильный. Наемные убийства, еще ничего не... Они государство не создают, они Нет, лучше ничего не слушайте его. Их нет чувств. Люди, солдаты, бедные, забрали голову, отрубили. Это что такое? Это чего? Ничего. Не, он говорит, что это наемники, имеет в виду, что... Они не человек, они не мусульмане, они против ислама, они не мусульмане, они клянутся Аллахом, не мусульмане. Коран, Аллах, что говорит, они против этого. Просто это пользует Америка и Пакистан, и все, и Арабистан. Но я с Паншером, все Ты же сбежал. с ним убежал. Ты же сбежал. Все сражались с ним, все жизни. Вот он всегда с ним сражал, бегал с Масудом до конца. Хотите дать интервью? Не, просто... Не надо. Давай, ничего. Нет, не надо. Его внезапно увидят эти талибы, будут искать. Будет. Я вообще человек очень сильной воли и сильного характера, но, честно говоря, плакала. Во-первых, неизвестно, что дальше будет. Потом та жизнь, которая у меня была, она, в общем-то, как говорится, закончилась, потому что была у меня интересная очень работа. Общество людей как-то все меня вечно на улице останавливали, фотографировались, как-то так вот. Было очень большое уважение и любовь. Но вот это как-то сейчас все сменилось вот так. Ну, грустно, короче говоря. Но все равно я надеюсь на хорошее будущее. А вокруг здесь вот такая вот афганская жизнь. Очень красивые девочки, вот они наряжаются. Это обычные, как крестьяне, вот пастушки, но они наряжаются в такие невероятно красивые платья, платки. Вот посмотри, какие красивые дети. Как дела? Понятно. Слушайте, дети просто потрясающие. И это мы в деревне, уже в пригороде Кабула. И тут очень бедный район, и дети пасут овец, но они не в каких-то лохмотьях, а у них у всех, ну если мальчики, они одеты такой просто из традиционный местный вот этот афганский костюмчик, рубашка и штаны, а девочки, они все одеты в платье. При этом платья, они все расшиты бисером, какими-то блесками, все супер нарядно. Хотел спросить его, каково это на такой жаре 35 градусов быть в черном. И сам вспомнил, что я тоже в черном. Ну и вот, сейчас можно посмотреть, мы в так называемом старом городе. Вот на горизонте, на холмах эти домики такие цветные. И чем-то все это напоминает бразильские фавелы. Вот у нас едет полиция. Так, продавец конфеток и дети. Вот дети сразу окружают. Поскольку, друзья, развлечений в этих местах не очень много, появление иностранцев вот в старом городе, в этих бедных районах, оно сразу такой создает ажиотаж. Сбегаются дети, всем интересно посмотреть, что же здесь такое происходит. Вот. Но надо сказать, что народ такой очень мирный, совершенно лояльно относится к фотографии, вообще никакой агрессии, смотрит с таким осторожным любопытством. О, сгущенное молоко продается. Наше русское сгущенное молоко. Что интересно, взрослые так активно разгоняют пинками детей, потому что взрослым кажется, что дети меня смущают, и они пытаются их отогнать. А здесь чаек заваривают. Потрясающе. Свежие лепешечки. За телефон, за вещами следят. Да? Хорошо. Что, могут вынуть? Да. Так, детей становится все больше и больше. И это начинает превращаться в проблему. А здесь есть потрясающая каруселька.
Блин. Так. Так. Дети не слушаются. Здесь начинает уже скапливаться слишком много детей, и это перерастает в проблему, потому что, во-первых, дети воруют, они так пытаются вытащить что-то из кармана, а во-вторых, когда их толпа, они себя ведут не совсем правильно. Вот, они начинают там что-то кидать или еще что-то. Взрослые, понимая все эти проблемы, они пытаются вот их как-то разогнать, но это совершенно неэффективно, потому что дети... Так, вот что-то он это кидает. Ага. Вот. А дети кидаются всякими фруктами, остатками кукурузы и прочим. Вот. А на взрослых они клали хуй. То есть взрослых дети никак не слушаются. И даже вот наш друг с ружьем их никак не смущает. Вот эти дети, они беспризорники, которые ходят с этими, с мешками с мусором, у них есть родители? Ну, у некоторых погибли родители на флешке или каком-то где-то взорвались там. Остались без. Вот спросили, у мальчика есть родители? Есть, здесь есть обувь красит обувь. А, красит обувь. Да, второго. А дети попрошайничают? Да. А сколько он в день собирает денег, куда ходит? День бывает 150. На еду собираются, да? Да, на еду. Деваться люди некуда. Говорите, если такой день откуда? Или пошел попрошайничать, или пошел грабить. Да, ну вот у нас тут случилось приключение. Какой-то чувак закрыл нашу машину и ушел есть. Поскольку он не оставил телефон, его не смогли найти, пришел здесь другой мужик с кочергой и сейчас вскрывает машину. Да, вот что бывает, если показать, что ты можешь дать им денег. А, то есть они хотят еще, да? Да. Понятно. Тяжелые времена наступят и для хазарейцев. Это третья по численности народность Афганистана. Сегодня в стране проживает 2-3 миллиона ее представителей. Они исповедуют шиитское направление ислама, в то время как талибы являются суннитами. В регионах, где проживают хазарейцы, как правило, самая высокая явка на выборах. Им близки ценности демократии. В 90-е хазарейцам пришлось бежать в Иран, чтобы спастись от религиозных и этнических гонений. После падения режима талибов они вернулись на родину, думая, что им ничего не угрожает, и теперь ситуация кардинально изменилась. Теперь представители этого этнического меньшинства опасаются новых расправ. На афганское правительство уже по понятным причинам они рассчитывать не могут. Да и афганское правительство, даже когда было у власти, можно вспомнить, как за несколько дней до взятия Кабула его представители уверенно всем рассказывали, что никаких шансов и вообще у них все под контролем. История показала, что ничего не под контролем. Да, конечно. Президент Афганистана и парламент подготовили план, и всем об этом известно. Согласно этому плану, ситуацию в стране удастся стабилизировать в ближайшие 6 месяцев. Да, конечно, есть опасения на этот счет. Но так было и во время военного присутствия других стран. Но мы надеемся, что ситуация в Афганистане в скором времени улучшится.
Да, еще один интересный момент. Вот на заднем сидении сидит охранник, которого нам рекомендовали нанять, но это как человек с ружьем, который навряд ли что-то сделает, то есть он не защитит тебя от какого-то захвата. Понятно, что он так выглядит грозно, да, но он не будет вступать ни в какой бой. Он нужен для того, чтобы реально отгонять каких-нибудь попрошаек, наркоманов. Народ его довольно агрессивный. Ну, иногда вот вид, что с тобой человек с автоматом, он как-то успокаивает толпу. И можно более-менее нормально перемещаться. А в центре вот сидит афганский переводчик, который переводит нам все на английском, рассказывает, что происходит. И вчера, когда мы ездили, когда мы были на рынке, мы заметили, что какой-то человек снимает нашего переводчика и нашего охранника, снимает аккуратненько из-под тишка на телефон. Что это такое? Вполне возможно, что это сторонники талибов, которые фиксируют местных, которые сотрудничают с иностранцами, для того, чтобы в дальнейшем с ними расправляться. Много историй, да, когда талибы казнили, похищали журналистов, переводчиков и так далее, людей, которые, собственно, сотрудничали с американцами, когда здесь были американцы. Но ситуация очень нехорошая, потому что вот эти вот агенты, они повсюду. И поэтому это еще одна причина, почему все отказываются, например, с нами ехать на какие-то неподконтрольные территории. Потому что это может быть даже проблема не столько для нас, не столько для меня, сколько вот для этих ребят, кто сидит сейчас за моей спиной. Получается, что самые опасные профессии в Афганистане сегодня – переводчик и водитель. Уход американцев для них сродни смертному приговору. Байден, правда, заверил, что США своих не бросит и попробует их из Афганистана вывести. Но, кажется, таких своих оказалось слишком много. Соединенные Штаты ставили перед собой задачу вывозить по 5-9 тысяч человек ежедневно. В действительности же за неделю улететь специальными рейсами смогли только 7 тысяч человек. Вывозить тех, кто может стать мишенью для талибов, пытались и другие воевавшие там страны НАТО. Посол Великобритании Лори Бристоу даже отложил свой вылет из Афганистана. Он собственноручно начал выдавать нуждающимся британские визы. Пресса Соединенного Королевства называет его не иначе как героем. Кстати, до 2020 года Бристоу работал послом Великобритании в России. Никто не ожидал, что все рухнет настолько быстро. В надежде спастись афганцы штурмовали аэропорт Кабула. Началась давка. Другой возможности покинуть Афганистан у них больше нет. На этих кадрах видна вся степень отчаяния людей. Но кому-то повезло. У почти 700 афганцев получилось найти местечко на этом американском военном борту. Они успешно приземлились в Катаре. Как вы знаете, обстановка в Афганистане сейчас небезопасная. Поэтому мы переживаем за свое будущее, за свои семьи. Но мы делаем все, что можем, чтобы жить и работать в своей стране. Вот они говорят, проблемы с безопасностью, они не могут работать и так далее. Но все-таки для местных вообще есть разница, кто наверху? Правительство или Талибан? Они бы предпочли оставить все как есть и жить под властью правительства, а не Талибана. Они надеются, Талибан не придет сюда. Массово покидать свои дома афганцы начали еще месяц назад. Поскольку большая часть Афганистана сейчас охвачена военными действиями, талибы наступают, и люди бегут от власти талибов, в том числе в Кабул, в столицу. И здесь вот на въезде в Кабул с северной стороны большой, не то что лагерь беженцев, да, но здесь стоят какие-то такие постройки, многие люди просто живут на улице, вот среди кустов, они еще только прибыли сюда, здесь еще ничего не организованное. И сейчас попробуем поснимать, посмотреть их быт. Как они до Кабула добрались? Правительство попросило жителей провинции Кундуз как можно скорее покинуть Кундуз, чтобы защитить свою жизнь и имущество от бомбардировок и авиаударов, которые вот-вот начнутся. Поэтому мы мигрировали. Как вы добрались сюда, в машине? Да, мы арендовали машину за 2500 афгани, чтобы добраться сюда. Вы приехали из-за бомбежки? Да. Сейчас здесь от 3 до 6 тысяч мигрантов. Мигранты не только здесь, но и в парке Шахрноа и по всему Кабулу. Мигранты приехали из провинции Джаузджан, с севера, Тахара, Кундуз. А им помогает правительство или какие-то эти там организации? Да, в целом государство помогает. Но сейчас они не могут полностью позаботиться о нас из-за войны. Обычно нам помогают жители провинции Кабул.
Что талибы делают в захваченных городах, откуда они бежали? Что там происходит? Талибан делает все. Обыскивает дома людей, выявляет и убивает правительственных чиновников, преследует людей. Все люди живут в бедности, некоторые даже не имеют еды. Многие люди еще не приходят сюда, потому что у них нет денег, у них даже еды нет. А правительство им сейчас не может помочь. Поэтому они не могут покинуть свои дома. Сколько стоило сюда добраться? Стоимость билета из Джаушджана и Балха в Кабул составляет 800 тысяч афгани на человека. Как люди относятся к приходу талибов? Приход талибов означает преследование людей, отсутствие работы. У людей нет даже еды, денег. И талибы избивают людей. А почему они не сопротивляются? Почему они уехали? Почему они не защищают свои города, свои дома? Когда правительство не может противостоять Талибану с помощью оружия и военной техники, тогда как мы можем сопротивляться с пустыми руками? А почему афганская армия сдает позиции? Правительство не может свободно воевать. Почему? Потому что оно хочет предотвратить причинение вреда людям. Но талибы не заботятся о людях. Они воюют в каждой деревне и районе. И после оккупации этой земли они насилуют девочек и преследуют людей. Сейчас люди фактически брошены на произвол судьбы, им никто не помогает. Редкие благотворительные организации, вот СМИ, смотри, СМИ, да, сейчас была сцена. Редкие какие-то организации или еще что-то приносят еду, но на всех не хватает. За едой, за какой-то минимальной помощью возникают драки. Так, тут что-то... Я иммигрант, я несчастный человек. Почему бы тебе мне не помочь? Нас лишили работы. Тут что-то... Нам никто не помогает. Женщины, уходите отсюда, не создавайте слишком много шума. Я никуда не уйду отсюда. Вы должны мне помочь. Это мое право. Я помогаю иностранному журналисту. Я просто охранник. Что такое? Почему? В чем конфликт? В том, что вот государство не помогает, он видится в военной форме. Вот, они его когда? То, что... Нас не могли защитить, вот мы в таком беде, вот мы страдаем. Люди нервничают, потому что им не помогают, их все бросили, и они вот увидели моего охранника, который в форме, а эта агрессия вылилась на него, потому что... Что эта женщина хотела? Помочь. Помощь, и поэтому она... Сильно, да. И поэтому она кричала и кидалась с кулаками? Да. Ну что, ничего. Люди, да. На голой полу сидят. Ну вот ситуация такая, да, то есть сюда со всего Афганистана народ прибывает на машинах, на автобусах, и тут нет никакой организации, то есть они просто на голой земле, на каких-то одеялах пытаются как-то себе обустроить быт, им никто не помогает, здесь только вот какие-то редкие машины приезжают с обедами, с хлебом, им раздают, но, насколько я понимаю, это не правительственная организация, а какие-то вот местные люди, кто помогает. И с каждым днем их становится все больше и больше. Вот пока Талибан наступает, люди бегут от войны, в том числе вот на границе Кабула. А почему государство не помогает? Почему государство ничего не делает? Ну, значит, не в силах, раз не помогает. Ну, значит, не в силах, поэтому не помогает.
Вот мы сейчас находимся в лагере беженцев. Сюда приезжают простые афганцы, приносят еду. Вот сейчас раздают сухое молоко для детей. Мужчина в голубом халате — это директор агентства, которое дает нам машины и всех остальных. У нас тут немножко сорвалась программа, и мы с ним начали общаться, ну, потому что мы туда не поехали, туда, и мы ему пишем. И он как-то очень нервно начал там чуть ли не ругаться, говорит: слушайте, я сейчас все бросил, сейчас бросил работу, я приехал, потому что там люди голодают, очень много беженцев, мне еще нужно их накормить. И он бросил работу, он забил на весь свой бизнес. Ну, какой бизнес, да, видимо, он понимает, что там бизнеса особо дальше не будет, но тем не менее, вот он купил на свои деньги вот машину с этим сухим молоком, и сейчас здесь очень эмоционально пытается как-то все это организовать, чтобы это было без драк и было спокойно. Не получается, потому что людей очень много, они стоят в каких-то очередях, еще что-то, им никто не помогает, то есть сейчас только вот волонтеры, только вот небезразличные кабульцы, у кого есть возможность, они сюда что-то привозят и раздают людям. Это все одна семья? Да, это его семья. Когда они приехали в Кабул? Почему? Когда? Вчера, сегодня? Это их третий день. Сегодня их третий день в Кабуле. А что происходит в их родном городе? Почему они уехали? Талибы заняли их город и даже заняли их дом. Пригрозили, что убьют, если не отдадут им дом. Поэтому они уехали. У них даже не было машины, но они приехали вот на таком транспорте. На мотоцикле. А что они собираются делать дальше? Он говорит, пока им непонятно, что делать. Уже третий день они живут вот так на улице. Они не знают, куда идти. Идти им просто некуда. Никакого плана у них тоже нет. Они живут здесь? Да. Под этим деревом? Да. У них даже никакой палатки нет? Нет. Где же они спят? Он говорит, у них есть какие-то ковры, и они здесь спят на них, и живут здесь же. Он говорит, что для них и для его друзей Талибан — это люди, которые пришли убить их, выжить их из домов. Мы просто хотим, чтобы они оставили нас в покое и позволили жить нашу обычную жизнь. А кем он работал? Он доставлял покупки, например, всякие материалы или коробки людям на дом. Доставлял на своем мотоцикле. Что-то типа такси-доставки. Да, вроде того. Провинция Кундуз, беженцев из которой мы встретили в лагере, граничит с Таджикистаном. Вполне вероятно, что многие попытаются бежать именно туда, в соседнюю республику. В стране уже заявили, что готовы будут принять до 100 тысяч афганских беженцев. А Таджикистан – член СНГ. России дестабилизация ситуации там вообще ни к чему. Поэтому российский МИД и общается с представителями талибов. Можно сколько угодно злорадствовать. Мол, как же так, Талибан ведь запрещен в России, и встречается с представителями нашего МИДа. Но иного выхода нет. Россия на официальном уровне недавно приняла там лидеров Талибана, которые приехали. Как к этому здесь отнеслись? Я считаю, что это абсолютно нормальный процесс. Россия должна работать со всеми сторонами. И с официальным Кабулом работает, сотрудничает. И с теми, я думаю, это говорит о дальновидности внешней политики России. Кстати, очень правильно. И в данном этапе, мне кажется, самая правильная политика, внешняя политика по отношению к нынешней ситуации – это российская политика. На стороне Талибана воюют несколько иных террористических организаций. Аль-Каида, Исламское движение Узбекистана, Джамаат Ансаруллах. Они рассматривают в качестве целей своей экспансии постсоветскую Центральную Азию. После победы Талибана они могут начать использовать Афганистан как плацдарм для проникновения на постсоветскую территорию. Их тактика может включать и прямые рейды через границу, тем более, что сейчас численность отрядов боевиков на территории Афганистана больше, чем совокупная численность вооруженных сил Таджикистана, Узбекистана и Туркмении. Кроме того, террористические организации, включая Талибан и его союзников, могут использовать каналы наркотрафика, которые в настоящий момент контролируют в Афганистане, для проникновения на сопредельные территории, подчинения себе местного криминалитета и создания новых, более сильных сетей, ячеек и организаций на сопредельных территориях, включая страны СНГ. Необходимо помнить,
что в ходе развития латиноамериканских наркокартелей, несмотря на то, что у них не было никакой идеологии, просто за счет сверхдоходов они превратились в опасные квазигосударства с большими вооруженными силами и политическим влиянием. Даже высшее руководство Мексики вынуждено считаться с ними. А когда наркокартели ведут войны между собой на границе Мексики, та ничего не может сделать с этим. Было бы опасно исключать и забывать о такой возможности развития террористических организаций в Афганистане на героиновых деньгах и наркотрафике. Правда, зачем при этом еще нахваливать талибов, не очень понятно. Спецпредставитель России по Афганистану Замир Кабулов отметил договороспособность представителей Талибана, в отличие, как он выразился, от марионеточного кабульского правительства. Мы, естественно, только переживаем за простых афганцев, которого бросили обокручившиеся политики марионеточные. Кабулов представляет правительство и очень большую страну, такую как Россия. И я уверена, что русские думают, что Талибан — это террористы. Но когда Кабулов объявляет от имени большого правительства, что Талибан изменился и он поддерживает переходное правительство, я считаю, он не прав и должен принимать правильное решение. И Талибан, по крайней мере, в последние месяцы показал миру, что он стал более жестоким и деспотичным, чем когда-либо прежде. Талибан — это экстремистская монополистическая группировка. Талибан никогда не поддерживает инклюзивное правительство. Правда, за пару дней до этого Кабулов заявлял, что талибы пока не в состоянии взять афганскую столицу, а оценки американцев попросту ошибочны. Как бы не так. Тем не менее, полностью закрывать российское посольство в Афганистане пока не планируется. А вот США, Великобритания и Канада направили в Кабул несколько тысяч спецназовцев для охраны своих посольств и эвакуации сотрудников. Кажется, западные страны дружно решили, это не их война, и пора спасаться. Мы сейчас сидим в гостинице в Кабуле, и завтра мы должны были лететь в Мазари-Шариф. Это север Афганистана. И целый день я смотрел новости, целый день мы смотрели, что там происходит, потому что ситуация очень быстро меняется. Талибы, они сейчас захватывают все новые и новые провинции, и, насколько я понимаю, делать они это очень легко, потому что никакого сопротивления, по крайней мере, не оказывают. Мы сидим, мы смотрим новости, все остальное. Мне позвонили из российского посольства, которое переживает о гражданах, которые здесь находятся. Вот, и сказали, что это даже не то, чтобы отговаривали, да, они сказали, что это не очень хорошая идея, потому что сегодня последние иностранцы были эвакуированы из Мазари-Шариф, это были индусы. Индусы там держались до последнего, и сегодня послали какой-то спецборд, они вывезли всю свою дипмиссию, там у них было консульство, и вывезли всех людей, всех иностранцев. Российское консульство там было закрыто еще где-то месяц назад, когда ситуация была намного спокойнее, но наши оттуда всех вывезли, оттуда все иностранцы уже уехали, и, как говорят, талибы уже буквально на подступах, уже большие группы, и завтра, возможно, они предпримут штурм города, и, возможно, они завтра уже его возьмут. Проблема в том, что талибы подходят с востока, и если смотреть на карту, то аэропорт находится как раз с востока по дороге. То есть аэропорт будет захвачен первым, и мы просто не сможем улететь. Люди, кто здесь нам помогает с транспортом, гостиницы, они сегодня написали, что гостиницы там закрылись, и они уже не смогут принять, и что самолет тоже, скорее, сюда не полетит. Это очень небезопасно, ситуация очень быстро поменялась, и невозможно туда лететь. И сегодня нету ни одного места, кроме Кабула, где можно более-менее безопасно находиться. Вчера мы уже были здесь, в лагере беженцев. Сколько сейчас беженцев в Кабуле? Может быть, около 4-5 тысяч человек. Тех, кто сейчас приехал в Кабул. Правительство им как-то помогает? Я не слышал никаких новостей касательно того, помогает ли правительство или нет. Но обычные жители Кабула стараются помогать.
Например, едой, одеждой или молоком для детей. Вот так помогают. Насчет этой новости даже не знаю, что сказать. Но лично вы чувствуете себя в безопасности в Кабуле? Конечно, нет, особенно учитывая, что я студент. В Кабуле мы не можем выходить из дома. Особенно после 6-7 вечера. А у меня занятия с 5 до 8 вечера. Поэтому я очень переживаю, когда выхожу на улицу. А вы собираетесь уезжать из Кабула? Может быть, в какое-то более безопасное место? Сейчас какого-то конкретного плана у меня нет. Потому что здесь я учусь и работаю. Мне нельзя уезжать из Кабула. Я не думаю, что я уеду. После захвата талибами президентского дворца в мировой прессе начались спекуляции на тему, признают ли Талибан законными руководителями Афганистана или нет. Если честно, международное признание талибов — идея крайне сомнительная. В 90-е их правительство признавали лишь 3 государства — Пакистан, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Маловероятно, что международное сообщество на этот раз вдруг решит на равных разговаривать с людьми, которые большинство стран считают террористами. Осторожно эту тему высказываются и в Москве. Спецпредставитель России по Афганистану Кабулов сказал так. Насчет признания мы никуда не спешим. Мы посмотрим, как режим будет себя вести. Но не признавать не значит избегать. Чуть ли не на следующий день после взятия талибами Кабула посол России Дмитрий Жирнов встретился с представителями организации. Они обсудили вопрос охраны посольства. С талибами встречаются и китайцы. У официального Пекина есть преимущество в переговорах с Талибаном. Китай никогда не воевал в Афганистане, в отличие от России или США. У Китая с Афганистаном есть общая граница. Она небольшая, всего 80 километров, но для Пекина стратегически важная. Дело в том, что с Афганистаном граничит китайский район Сяньцзян, где проживают уйгуры. Этот народ исповедует ислам, и Китай уже много лет отправляет его представителей в исправительные лагеря для так называемого перевоспитания. Западные страны признали репрессии против уйгуров геноцидом. В правительстве Китая видят в Синьцзяне угрозу безопасности государства, а уйгуров считают террористами. Люди чувствуют себя в опасности здесь, в Афганистане. Мы просто хотим мира, мирного решения конфликта. Чтобы наше правительство вместе с другими странами, вместе с лидерами Талибана, сели за стол переговоров и нашли мирный способ решения конфликта. На сегодняшний день люди здесь буквально погибают под пулями, особенно в провинциях. Они вынуждены переезжают с места на место, несмотря на то, что у них там ничего нет. Им даже нечем кормить детей. Все, что мы хотим от мирового сообщества, от соседних стран, от ООН, объединиться для мирного решения вопроса в Афганистане. Это очень важно. Ужасно, что некоторые афганцы готовы умереть от падения с самолета, лишь бы не жить при талибах. Но такой страх перед новыми властями испытывают далеко не все. У меня сложилось впечатление, что главная опасность в Афганистане сейчас — это не талибы, а уличная преступность. На улицах очень много людей, которым нечего терять. Это героиновые наркоманы, которым нужны деньги на дозу. Это беженцы, до которых никому нет дела, и они вынуждены сами добывать себе еду. Это, в конце концов, дети, которые довольно агрессивно попрошайничают. Для многих афганцев главное — это мир. И будет ли он достигнут ценой закрытия кинотеатров и салонов красоты, для них уже не так важно. В стране, где идет 40 лет война, говорит о театре, о кино. Подумаешь,
не пойдем мы в театр, не сходим, лишь бы был мир. Для нас мир намного важнее, чтобы нас не убивали. Вы знаете, сейчас очень плохая криминальная обстановка в Кабуле даже. Вечером выходишь, тебе мобильник берет, ножом тебе бьют. Хотя бы этого не было. Взрывы. Это намного важнее, чем театр, кино. Я понимаю, что культура тоже очень важная часть жизни, культурной жизни, но самое главное, чтобы мир наступил. Остальное, я думаю, что со временем все наладится. И очень хочется, чтобы талибы тоже, когда, если придут к власти, чтобы они знали, что мировые ценности, что интеграция с мировым сообществом это нужно, потому что изолировать страну нельзя. Мы должны идти в ногу со временем, с технологией, и они поймут, если что-то. Но закон шариата это не значит, что плохой закон. Закон шариата, мы, мусульмане, уверены, что это самый идеальный закон, если их соблюдать так, как написано в Коране. Люди, но кто не хочет спокойно жить? Тем более в своей стране. Кто не хочет? Как бы бедно не было, как бы тяжело не было, все это можно терпеть. Голод, холод, можно терпеть. Но войну, конечно, нетерпимо. Вот вы слышали вчера, позавчера, вот в Кундузе, в Эльманде, Герате, что происходит? Сжигали дома, дети, молодые пацаны погибли. Ну кто это хочет? Мы можем все терпеть, можем все, но не войну, конечно. Не в наших целях. Мы уже 43 года страдаем от всего. 43 года. То есть уже терпения от этой войны больше не осталось. Любого человека спросишь, всегда у него одно желание, что мир наступит. То, что мы ждем, это, конечно, может быть, это только во сне может. Как русские говорят, надежда умирает последней, но у нас не осталось никакого надежды. Это не год, не 2, не 3, не 5, не 10, уже 5-й, 10-й. Ну да, это... То есть, ну какой надежда может быть? Ну, одна надежда на Всевышнего. Если он только может нам помочь, больше Европа, Америка, это все, это ерунда и чушь, это все. Одни голодают, а другие не знают, куда деньги деваться. Ситуация опаснее. Я вообще редко выхожу на улицу, мало гуляю. Я боюсь, ну так-то одна. Если вот с мужем на машине куда-то, на свадьбу, в гости, а так, что гулять по улице, так вот не хожу. Вообще-то так ничего не боюсь, только карманчиков. Мальчишки большинство вот так воруют, вот бездомные, и все. Ну, сумки могут. Вот у нас сумка была порезана. И мальчик у меня в школу ходит здесь. Я тоже вот боюсь за него. А если его крадут, он же с России. Он говорит, ты что говоришь? Вот. Кто чуть-чуть побогаче, у кого для них уже опасно. Только вот даже детей вот воровали за выкуп. Вот это страшно. Как вы видите, друзья, насчет экологии здесь никто не парится. Мусор, пластик, говно, нечистоты, шерсть от баранов и прочее дерьмо сбрасывают просто в ручей. Некоторые реки и ручьи в Кабуле, они больше похожи на свалку. Кажется, что здесь твердая поверхность, и кому-то покажется, что это, возможно, какая-то свалка. Нет, там дальше еще видна такая черная вода, которая так пытается сюда течь, да, потому что здесь мост, и она, ну, это на самом деле ручей. В это сложно поверить, здесь жутко воняет, это на самом деле ручей. Ну, просто здесь принято в реку гадить. Что, друзья, у этой прекрасной черной реки здесь находится рынок скота. Сейчас посмотрим. Обратите внимание, как в Афганистане по-дизайнерски красят баранов, да? То есть это не просто какое-то клеймо там или символ, а здесь прямо стильный, это супер стильный баран. У нас обычно так молодежь красится, как здесь бараны. Такая розовая жопа цвета фуксии, есть такие зелененькие вот эти вот кружочки, да? То есть хозяин очень модный, хозяин очень стильный. И если он не может быть стильным сам, у него супер стильное стадо. Для начала, друзья, несколько слов о потрясающей локации, в которой я сейчас нахожусь. Это маленькое придорожное кафе с роскошным фоном. Здесь стоят клетки, в которых боевые куропатки. Да, здесь есть куропатки, которые, кстати, стоят до 150 тысяч рублей. Может, такая цена одной куропатки – это боевые куропатки. За моей спиной маленькая комната, где хозяин этой лавки разделывает мясо прямо на полу. С одной стороны, афганцы считают ее невероятно милой. Чукарская куропатка, вот она такая. А с другой стороны,
Она может участвовать в боях. Вот там, если у нее собрат, чукарский собрат побольше, у нее красный клюв, полосочки, и они участвуют в боях, они стоят очень дорого. Она готова разорвать меня, она может стоить до 150 тысяч рублей, доходить цена этой боевой куропатки. Эта чукарская куропатка стоит 30 тысяч. Это настоящая, это убийца, это куропатка-убийца. Такой злой у него такой, прямо он выйдет, как гопарь такой отменный. Вот так вот. Но самые элитные за 150 уходят. Мы сейчас находимся в Кабульском зоопарке. Он был открыт в 1967 году, был достаточно крупный. Но вы знаете, мое отношение к зоопаркам, такие живодерни. И, конечно, Кабульский зоопарк не исключение. Очень многие животные здесь страдали, подвергались издевательствам. Прямо при входе в зоопарк такой памятник, бронзовый памятник льву Марджону. Он прожил здесь 22 года. Все эти 22 года он подвергался различным издевательствам, его ранили. Тут одноглазый лев даже вот на памятнике. Вот, это одноглазый лев. Он был слепой на один глаз. Его многократно ранило во время обстрелов, поскольку здесь уже последние 40 лет идет гражданская война, и зоопарк периодически подвергается обстрелам. Он не единственный, кто страдал здесь. Например, в 1994 году сюда попала ракета, которая убила, разорвала слона. Позже был осколками убит сибирский тигр. Ну и посетители зоопарка, они не самые цивилизованные, они периодически издеваются над животными. В общем, довольно такое страшное место, но тем не менее люди сюда приходят, смотрят на животных. Поскольку народ сюда приходит не очень образованный, не очень адекватный, администрация зоопарка запрещает приносить сюда сигареты и спички, потому что посетителям кажется забавным кормить животных сигаретами. И поэтому на входе в зоопарк такое специальное хранилище, где люди оставляют зажигалки, спички и сигареты. Ну вот такой, посмотрите, маленькая клеточка у обезьян. Там десяток различных мартышек. И такая вот клетка, которая просто лучше всего иллюстрирует, в каких условиях в зоопарках обычно содержатся животные. Такая тюрьма строгого режима. 2 периметра безопасности, бесконечные решетки. И вот свободные животные сидят за этой клеточкой, не понимают, что происходит. Ну, приходят здесь, в них вот что-то кидают в них, фотографируют их. Детки вот всякие сюда приходят, смотрят. Бедные несчастные мартышечки. Кстати, интересно, многие люди приходят в зоопарк просто чтобы отдохнуть. В Кабуле практически нету общественных пространств, нету парков, нету скверов. И такой просто возможность где-то посидеть в красивом зеленом месте, она отсутствует. Потому что город засран, город сильно загружен, везде какие-то рынки, войны. Сюда многие люди приходят, они платят там 20-30 афгани за вход. И они приходят просто посидеть под деревом со своей семьей, даже их не интересуют животные. Они этот зоопарк воспринимают как такое вот общественное пространство. Ну, собственно, это незамысловатый местный фастфуд, что они едят рис, бобы в каком-то соусе, хлеб, лук. И у кого есть деньги, они покупают печень. Вот здесь в этом казане, вот здесь готовится печень в каком-то соусе с морковкой, выглядит очень вкусно. А так рис, бобы, лук и чай. Сколько стоит обед такой вот поднос? 150 афгани за обед. Дорого? Дорого? Как 150? 150 афгани. Ну что, теперь обед в аутентичной кабульской кафешке. Тут сразу видно, во-первых, здесь роскошно, потому что он не разрешает снимать сейчас, но там висят туши животных, как украшение. Ну не как украшение, что сразу видно, что все свежее. Вот. Все, уже можно снимать, уже совсем договорились. И народ ест на стульях, а стулья в чехлах. Потому что в более дешевых кафешках, конечно, все сидят на полу, а тут прямо такая, все очень классно. Так, здесь можно помыть руки. Салфеточки.
Афганистан находится в состоянии войны на протяжении 4 десятилетий. Ни одна из попыток прекратить там кровопролитие не увенчалась успехом. Проигравшим из Афганистана вышел Советский Союз. Ни с чем из страны сейчас уходят Соединенные Штаты. Афганистан поэтично называют кладбищем империй, потому что ни Британская империя, ни СССР, ни США не смогли там закрепиться и распространить свое влияние. Парадоксально, но можно выиграть отдельные битвы и все же проиграть войну. Иметь хорошую вооруженную армию недостаточно. Оказалось, что важно глубоко понимать местную политику, историю и культуру. В феврале 2020 года администрация Дональда Трампа объявила о мирном соглашении с талибами. Тогда многим показалось, что у Афганистана появился хоть какой-то шанс на мирную жизнь. Но афганское правительство и талибы тогда не смогли договориться о разделении власти в стране. В итоге мы видим, чем все закончилось. На наших с вами глазах разворачивается душераздирающая драма. На смерть обречены десятки, сотни тысяч человек, которые ни в чем не виноваты. Большая часть миллиардов, потраченных на огромные инфраструктурные проекты, фактически пропала даром. Каналы, дамбы и шоссе находятся в упадочном состоянии. Новые больницы и школы пустуют. Экспорт наркотиков достиг максимума за все годы. Работы нет у четверти населения. Уровень бедности составляет 47%. В 2007 году концы с концами сводили 36% афганцев. Но есть и хорошие новости. По данным Всемирного банка, с 2001 года продолжительность жизни в Афганистане увеличилась с 56 до 64 лет. Материнская смертность снизилась более чем вдвое. Уровень грамотности вырос с 8% до примерно 43%. В целом жизнь в городах улучшилась. 89% жителей теперь имеют доступ к чистой воде, по сравнению с 16% до войны. Но что будет с этими скромными достижениями после прихода талибов – большой вопрос.